Добрый день, и сегодня мы попробуем дальше продолжить разработку нашей библиотечки, которая детектирует блюр, то есть какая-то фотография, мы на этой фотографии благодаря нейросетке Depth Anything нашли глубину, и благодаря глубине фотографии и некоторым разным догадкам мы хотим найти на этой фотографии ту часть, которая находится в фокусе и, соответственно, резкая, и текстура там хорошая, ее нужно использовать, ну а остальная часть, соответственно, не резкая, ее нужно игнорировать и не учитывать. И в целом алгоритм был сделан еще в позапрошлом видео, а сейчас мы скорее развиваем это все до состояния, когда это можно будет опубликовать на какой-нибудь PyPy, использовать как библиотеку, и вообще в целом приятно с этим как-то жить. Есть какие-то отладочные визуализации, поэтому если коротко, то можно вспомнить, как все это работает. Например, имея вот эту черно-белую картинку. Черно-белая она просто ради удобства. Так с нею, в смысле математики, проще дальше работать. Затем построив пирамиду разных размытий от совсем резкой фотографии до совсем размытой фотографии. И вычтя из нулевого уровня размытия первый, а из первого второй, мы получаем пирамиду так называемых difference of Gaussian. По сути, это частоты разложения, как в каком-нибудь ряде Тейлора мы можем функцию разложить на составные, так и здесь мы можем картинку разложить на слагаемые, сумма которых дает изначальную совокупную картинку. И это тогда пирамида Difference of Gaussian говорит нам, где у нас самые высокочастотные объекты, то есть самые маленькие. А именно самые маленькие объекты нам говорят о том, где находится фокус в изображении. Ну и не случайно находится как раз в центре ботинка, где находится точка фокусировки. Следующий уровень, соответственно, он уже содержит много точек из других мест. Ну и на этой совокупности мы получаем голосование за то, где у нас больше таких точек фокуса, а где меньше, по корзинам, которые выстроены на глубине. То есть мы наше пространство перед камерой рассекаем на такие слайсы, на кусочки, на разрезы пространства. И каждая точка, которая говорит здесь что-то резкое и четкое, вносит свой голос в соответствующую корзину пространства на ее глубине. И там, где у нас фотография резкая, мы получим больше всего голосов. Вот поэтому здесь корзины победили в этом честном демократическом голосовании, а остальные корзины проиграли. Поэтому мы их красим в красный цвет, говоря, что все, что находится на этой глубине, резко и четко. Ну и визуализируем это, например, вот таким образом. Красная часть картинки — это те глубины, которые находятся вот в этом коридоре фокуса, в коридоре допуска, который мы признали победившим. Поэтому какая-то часть в фокусе, какая-то в блюре. И давайте взглянем на таймлайн, чтобы вспомнить, что же мы сделали. Соответственно, изначально, когда мы разработали базовый алгоритм с помощью на тот момент DeepSeek, в принципе, за 2 часа вот мы получили примерно подобную визуализацию, и на прошлом стриме мы с помощью ChatGPT улучшали это, для начала зарефакторив, разбить на несколько функций и на несколько, собственно, файлов. Но вот это нас уже, наверное, не интересует. А так, в целом, у нас, по сути, есть точка входа run detection, которая просто по всем файлам из папки пробегается шаг за шагом, и для каждой из них вызывает ключевую функцию, которая, собственно, и будет нашей частью библиотеки detect in focus mask. Эта функция просто на вход принимает картинку и обрабатывает ее, в том числе опционально передавая туда папку для сброса вот этих визуализаций, на которые мы смотрели здесь. И так далее. И внутри этой функции все реализовано, и в папке Debug Visualization есть вспомогательная функция, которая сохраняет на диск картинки, которая позволяет какую-то аналитику провести, понять, что произошло в алгоритме, и потенциально в будущем улучшить результат на каких-нибудь сложных картинках. Кроме того, мы сделали расчет карты глубины, то есть то, что Depth Anything нейросеть по вот такой картинке делает и строит вот такую карту глубины, тем самым позволяя нам проголосовать по корзинам, рассеченным по пространству, по слайсам, по разрезам. Эту нейросеть гораздо удобнее в будущем предлагать использовать из библиотеки с помощью ONNX. Департамент технической поддержки оказал помощь внимательному зрителю ThinkOSync. Мы можем продолжать. Итого, значит, мы сделали какой-то базовый алгоритм, он по фотографии
решает, где находится фокус, построив карту глубины и построив маску с информацией о том, где есть информация, где вообще, в принципе, часть фотографии резкая и в фокусе. Или, например, вот здесь, где-то с прошлого стрима, кто-то предложил запустить на картинке машины, вот она, например, и в ней вот мы видим, что большая часть точек фокуса, точек, которые резкие, находятся вот здесь на траве, а не на машине, потому что машина глянцевая. Но несмотря на это, благодаря наличию глубины, так как машина и этот газон находятся на одном расстоянии от камеры, они друг друга спасли, и эта трава дала понять машине, что вся машина тоже в фокусе. Ну и, соответственно, вот мы разделили фотографию на то, что в фокусе, и то, что не в фокусе, то, что периферия. Но это как бы алгоритм, и, в общем-то, как часто бывает, содержательная часть не самая долгая по разработке, и алгоритм мы сделали, а теперь будем тратить кучу времени на то, чтобы обернуть это в библиотеку. Сделав рефакторинг и отладив там баг, как оказалось, я зря его отлаживал вручную, потому что если нейросети ему сказать, что ее рефакторинг изменил поведение алгоритма и дал другой результат, она совершенно успешно находила, где отличия, и предлагала исправления. И это пример того, где я просто-напросто не привык использовать нейросети полноценно и как первоклассный способ решить задачу. Пока что я все еще тяготею к привычке отладить это как разработчик. Но понятное дело, что там, где нужно сделать что-то, что нейросеть умеет, например, прочитать большой объем информации, написать большой объем примитивного кода или, вот как оказалось, даже нетривиальную отладку бага, если она может решить задачу, то она решит ее, конечно же, гораздо быстрее, чем человек, просто потому что она читает текст, например, быстрее, чем человек, или просто потому что она печатает быстрее, чем человек. Но в какой-то момент, если она не справляется с задачей, то понятно, что уже выгоднее делать самому. Ну и, наконец, мы переложили алгоритм, который строит карту глубины, то есть вот эту картинку, переложили его на библиотеку ONNX, которая позволяет выполнять инференс как на процессоре, так и на NVIDIA, на CUDA, так и на многом другом. В принципе, PyTorch тоже это позволяет, но PyTorch — это более тяжеловесная зависимость, и хотелось бы использовать ONNX, в том числе потому, что на процессоре, например, через ONNX, можно все исполнять довольно просто и не требовать скачку кучу всяких больших гигабайтных зависимостей. Давайте, в общем-то, посмотрим на то, что в целом у нас есть в планах и в целом можно было бы сделать. Соответственно, это в основном инфраструктурные вещи вроде того, что я, например, не знаю, сколько это вообще требует усилий, но мне было бы интересно попробовать выложить это в виде библиотеки на PyPy, то есть в пакетный менеджер Python в их основной репозиторий. Хочется, наверное, добавить какой-нибудь continuous integration на GitHub, чтобы каждый раз проверять хотя бы на какой-нибудь картинке или на нескольких, что результат не деградировал. Потому что если я, например, буду рефакторить код, то я могу сильно что-то испортить, и было бы приятно видеть автоматическую проверку. ONNX для Depth Anything мы уже сделали, это можно убрать, но теперь у нас в ONNX возникли следующие задачи. Например, на текущий момент у меня работает он только на процессоре, а на CUDA не работает. И это здесь записано у меня в виде тудушки, что нужно установить CUDA, чтобы быстро запускать эту нейросетку и строить, соответственно, глубину. Еще, кроме того, нужно добавить для ONNX, например, разную оберточную информацию, в том числе объяснить пользователю и сделать очевидным, что за устройство используется для вычисления нейросети. Инференс — это исполнение нейросети. Сделать какую-то систему кэширования самих весов Depth Anything, потому что эти веса сейчас я скачиваю вручную и просто запускаю их из файлика. Они у меня находятся в папке Models. Это модель Depth Anything. А в теории я хочу, чтобы он скачивал это автоматически. Соответственно, мне нужно реализовать код, который лениво, то есть он это делает в первый запуск, загружает Depth Anything веса модели. При этом он это должен делать, естественно, не в стиле, что вот мы сейчас запустили библиотеку, скачали веса, запустились и удалили веса, а сохранять эти веса на диск, то есть делать какое-то кэширование.
Поэтому нам нужно каким-то образом найти папку, в которой есть права записи у пользователя без требований эскалации привилегий до администратора. И вот это все. Но на самом деле не нужно изобретать велосипед, проще всего под что-нибудь мимикрировать и использовать стандартную практику, которой уже пользуются в других библиотеках. Например, можно ориентироваться на библиотеку RamBG, которая занимается удалением фона с фотографий, и поэтому очень похожа по своей целевой задаче. Она тоже берет картинку, что-то с ней делает и делает результат. И в процессе этой обработки там тоже возникает применение нейросети, поэтому все, что связано с исполнением нейросети, можно смотреть туда, можно подсматривать, как они реализовали, потому что библиотека популярная, ее очень удобно использовать, мне было удобно, когда я ее использовал. Ну, значит, это неплохой старт. Может быть, где-то нужно будет корректировать принятие решений и в моем случае поступить иначе по каким-нибудь причинам, но в целом это неплохой первичный вариант. Что еще? Соответственно, с ONNX мы хотим сделать понятным, какой девайс используется, загружать веса, сделать GitHub Continuous Integration. Вот это, мне кажется, очень важным, потому что без этого топ-приорити. Без этого изменения, в принципе, использовать кому-то эту библиотеку достаточно сложно, потому что ему потребуется объяснить, куда скачать веса, куда положить, в какую папочку и прочее. Это очень большая проблема. Все, что связано с использованием CUDA и прочее, это относительно low priority, поскольку и без этого работает неплохо. И без этого на процессоре эта нейросеть достаточно легковесно исполняется довольно быстро. И сделать очевидным, какой девайс используется, тоже low priority, поскольку мы используем только процессор. Если мы используем только процессор, то и так очевидно, что оно на процессоре. Это идеальный вообще вариант, если мы исполняем нейросеть на процессоре, с одним единственным недостатком. Возможно, оно работает недостаточно быстро. И тогда приходится разбираться и придумывать, как жить, используя CUDA, как объяснить пользователю, что нужно установить CUDA, cuDNN для быстрого умножения матриц и прочее. GitHub Continuous Integration, я бы скорее сказал, что это medium priority. Выкладка на PyPy — это тоже medium priority. Возможно, GitHub Continuous Integration — это пререквизит для того, чтобы выложить на PyPy, потому что, наверное, мы хотели бы, чтобы наша библиотека собиралась в пакет, который можно выложить на PyPy, автоматически воспроизводимо, и каждый раз, когда она это делала, она делает это с каким-то тестом. Соответственно, GitHub Continuous Integration включает в себя какой-нибудь простой тест или тесты, плюс сборка колеса. Колесо — это, собственно, файл, монолитный файл, который можно установить через pip install в Python, который в себе содержит все, что нужно для использования библиотеки. Ну и, в общем-то, из этого, наверное, мы достаточно естественно выходим к тому, чтобы заняться автоматической скачкой весов depth anything. Запаковка в setup.py — это тоже пререквизит, потому что мы на GitHub не сможем это собрать. То есть вот такие 3 шага у нас вырисовываются. Вот это все, это, я бы даже скорее сказал, супер low priority. А здесь у нас что еще было записано? Пытаться нормализовывать фокус с учетом того, сколько пикселей на этой глубине в принципе присутствует, чтобы поверхности, которые представлены в картинке малым числом пикселей, получили более сильные голоса. Что-то здесь очень много аналогий с политикой, очевидно, потому что в политике больше всего решались вопросы про голосование и как это сделать справедливо, но у нас в алгоритме все опирается на практику и насколько хорошо или плохо она работает. И несмотря на то, что у нас есть случаи, где результат не оптимальный, вот мы записали эти 3 случая, давайте их отдельно выделим. На мой взгляд, сейчас оно работает довольно неплохо, и все, что связано с выкладкой и прочее, гораздо важнее, потому что, в целом, уже сейчас оно что-то делает и чем-то полезно. И если мы сделаем это более широко по применению, и, может быть, будут первые пользователи, которые воспользуются библиотекой, получим фидбэк, обратную связь, и сможем улучшать на базе большей совокупности случаев, где что-то не работает. Вот
Итого, давайте сделаем так, чтобы наши веса для нейросети скачивались автоматически и автоматически кэшировались, в свою очередь, в какую-то папку. Ну и желательно в консоли делалось очевидным, в какой папке сохранились веса, чтобы пользователь был в курсе. И, как я уже говорил на прошлых стримах, мне удобнее записывать и просто для такого некоторого дисциплинарного такого момента, чтобы просто эффективнее, быстрее действовать и иметь возможность постфактум ретроспективно понять, на что я тратил много времени, на что мало, где я был эффективно, а где, может быть, зря топтался на одном месте. Мне очень помогает записывать. Вот прямо сейчас 15:37, я записал 15:37 начало работы. И поставлю тире, что-то там. И когда дойду до какой-то логической точки, запишу, что вот столько-то времени заняла та-то задача. В принципе, я уже знаю, что за задача, я сейчас уже ее поставил перед собой. Это ONNX с ленивой загрузкой Depth Anything Model Weights, в том числе кэшируя. Хорошо. У нас уже есть отдельно выделенный пакет, отдельно выделенный скрипт Depth Estimation, у которого ровно одна функция «Сделай мне оценку глубины, принимающую на вход картинку». И здесь внутри давайте вспомним, что происходит. Предобработка картинки, она изменяется до нужного размера, того размера, с которым готова и хочет работать нейросеть, после чего вот здесь вот выполняется уже инференс нейросети. И самое здесь важное — это вот этот файл сессия. Это, по-видимому, что-то вроде синглтона, и создается оно вот здесь, что если этот объект по имени, сессия, еще не существует, то мы его конструируем и начинаем, соответственно, работу. Здесь в момент, когда эта сессия создается, ей сообщается путь к модели, по которому нужно работать. И мы можем видеть, что путь к этим весам — это models / model Q4 и так далее. Оно поквантовано. Вот эта папка и в ней файл. Супер. Ну и давайте теперь сделаем так, чтобы оно загружалось автоматически из интернета. И для начала давайте сделаем это все более удобно тестированием. Нам вообще неудобно и не важно помнить о том, что мы вообще занимаемся детекцией какого-то там сейчас фокуса. Мы полностью сфокусировались, ирония, на алгоритме построения глубины. Поэтому давайте сделаем удобным для себя окружение для экспериментирования и сделаем этот скрипт в принципе запускаемым. Просто считаем картинку с диска, image, например, вот эту машину посмотрим. Считаем ее, дальше оценим для нее глубину. И сохраним результат. Можем даже действительно показать ее, потому что это нам не нужно для долгосрочного код-тестирования. Скорее всего, этот код мы даже удалим впоследствии. Если мы это запустим, сработает, не сработает, я мог что-то упустить, я уже не точно помню, что там нужно сделать, чтобы оно отработало. Но such файл, скорее всего, это связано с тем, что пути теперь не работают. Наша рабочая папка, из которой запускается скрипт, это папка src. Поэтому если я к этой папке src приложу путь models, честно говоря, мне вот так больше нравится, потому что это тоже работает, и это, наверное, менее кроссплатформенно, но я буду рад, например, узнать, где оно не работает, и тогда уже поправить. Так вот, так как этот путь, он относительный, то папка models ищется не от корня проекта, а внутри папки src. Ну и здесь нету папки models, поэтому это не работает. Значит, нам нужно, например, либо исправить путь, но мне нравится говорить, что все отсчитывается от корня проекта, либо запускать сам скрипт из корня проекта. Поэтому если я его запущу так, то как минимум веса он должен найти, а может быть даже целиком отработает. Что-то там пыталось появиться и исчезло. Я просто забыл, что в OpenCV для визуализации, чтобы оно не исчезало, нужно еще добавить какой-нибудь weight-k и так далее. То есть подвесить ожидание нажания на кнопки, чтобы окошко просто висело и ждало до первого клика. Ну вот что-то оно построило. Что-то выглядящее крайне сомнительно, кстати. Это почему-то это не должно было быть так плохо. Давайте посмотрим на веса для машины, которые сохранены. Они были вот такие. И даже в дебаге веса вот такие. Вот это, видимо, то, что мы должны увидеть. А мы увидели что-то плохое. Подозрительно. Давайте думать. У нас картинка здесь просто считалась с диска и была передана в эту функцию.
а в старой кодовой базе в эту функцию я передавал картинку в таком же простом формате или делал над ней какие-то преобразования. Вот она картинка, она сюда пришла отсюда, здесь записи, что это BGR, но BGR, насколько я помню, OpenCV изначально сам и считывает в каналы в порядке BGR, Blue, Green, Red. И да, здесь просто считывание с диска. Ладно, давайте дадим всю визуализацию отладочную и проверим, а как вот этот скрипт сохраняет карту глубины, как она выглядит. Это то, что мы делали в прошлой сессии, когда перекладывали все на ONNX, нам это не нужно теперь. Все эти отладочные папки мы сейчас хотим заново сконструировать, поэтому нам тоже не нужно. И папка результатов тоже не нужна, она сейчас поставит с чистого листа. Есть разница для алгоритмов в порядке цветов. Зависит от того, собственно, ну, в общем, да, грубо говоря, в теории, например, особенно если какая-нибудь нейросеть бы занималась тем, чтобы понять, где трава, где что-то, то уж точно есть зависимость, потому что она сильно учитывает зеленый канал для того, чтобы понять, что это зеленая трава. Конкретно здесь, для глубины, я бы предположил, что хорошая нейросеть, которая очень хорошо обобщит, не должна сильно зависеть, потому что, казалось бы, ну, мы поменяли цвета, что произошло? Машинка выглядит странных цветов. Она будет просто абсурдной какой-то. Но я, как человек, глубины все еще должен трактовать так же. Но так как нейросеть ведет себя иначе, не как человек, а она просто, по сути, зависимости статистически заметила в оригинальных данных, то если в оригинальной обучающей выборке таких случаев не было, ну, например, никто не делал такую аугментацию сильную, что, по сути, смену каналов цвета получил. Такую сильную аугментацию делал, что, например, тасовал hue, то есть оттенки цвета делал абсолютно случайным. Если такого не было, то нейросеть этого никогда в жизни не видела, и предсказуемость ее работы на этом случае будет очень низкая. Скорее всего, она выдаст какую-то ерунду. Но правильный ответ — это мы сейчас заставим ее работать корректно, а после этого проведем эксперимент. Какой будет результат, если мы поменяем каналы? Да, буквально проверим. Но нам нужно сначала пофиксить, чтобы знать, что мы, собственно, проверяем. Потому что если оно не работает, то, испортив, оно просто будет не работать в квадрате. Ну или заработает, если баг был как раз в порядке каналов. Итак, запускаем Run Detection и смотрим, как он отработает, как будут выглядеть глубины. А то, может быть, и в нем все не работает, может быть, я что-то упустил и что-то сломалось. Можно еще записать в to-do. Чтобы не забыть попробовать на разном порядке каналов, потому что мне очень нравятся такие вопросы и проверять их, потому что, да, казалось бы, я ничего прям краткосрочно в виде пользы не получу. Я не смогу улучшить от этого алгоритм, еще что-то. Я даже что смогу его не сломать. Пользы от этого, казалось бы, мало. Но за счет этого я узнаю какой-то ответ, который обогатит мое понимание, как работает мир. Ну, в данном случае очень маленький кусочек мира про нейросети, про конкретно эту, скорее, даже нейросеть Depth Anything, но из таких маленьких кусочков и собирается какой-то пазл и совокупность экспертного знания. Поэтому, если есть где-то просто любопытство, то мне кажется, что очень здорово проверять, особенно учитывая, что это здесь настолько просто сделать. И это какая-то такая своеобразная тренировка, превозмогать лень и прочее. Вот, ну, в общем, да, вот у нас есть какая-то картинка, и вот нейросеть по ней выдала все хорошее. Супер, значит, у нас на самом деле очень вдохновляющие результаты. Мы знаем, что скрипт Run Detection работает корректно. Значит, нам нужно посмотреть, что он делает, и мимикрировать под него. Я даже просто скопирую весь этот код, потому что вот сюда передается картинка, и отсюда она передается в Estimate Depth как есть. Да. Значит, мне нужно сравнить с этим скриптом Depth Estimation. Ну, тут, конечно, сравнивать очень много кода. CV2 Image Read. Здесь это сделано здесь. CV2 Image Read. Это просто путь к файлу, он ничем не отличается. И больше здесь ничего нету. Пока что выглядит как какой-то сюр. Может быть так, что Image Show просто плохо показывает картинку, или не плохо, а просто по-другому, и поэтому я вижу другой результат, и поэтому меня это путает. Ну, давайте, опять же, мимикрировать до предыдущего работающего скрипта до конца, и будем использовать не показ картинки, а запись картинки на диск. И в таком случае будем притягивать за уши этот скрипт к тому, чтобы они совпали по своим результатам.
У нас в корне проекта появится depth.jpg, все, он выглядит так же. Супер, значит, мы теперь знаем, что оно работает так же. Прекрасно, можно в этом смысле успокоиться. Теперь давайте, в общем-то, вернемся к нашему долгу любопытства про VGR и RGB. Значит, чтобы преобразовать каналы, я не помню, что нужно делать, но либо я могу подсмотреть в этот код, где-то здесь, по-моему, преобразование было, либо воспользоваться, в общем-то, нейросетью. Я просто скопирую эти две строки и скажу ChatGPT рассказать мне об этом. В целом, хорошо было бы, чтобы оно было интегрировано в среду разработки, и я думаю, что через сколько-то стримов я из любопытства попробую Copilot, но пока что меня устраивает такой вариант. И меняем порядок каналов, смотрим, чего будет. Не забываем сохранить текущий результат глубины, чтобы в целом сравнить, в общем-то, до-после. Было так, стало вот так. Ну, разница мала, кстати, но ухудшение заметно. Например, трава вот здесь стала хуже. Еще заметно, что на решетке радиатора автомобиля, на ее носе тоже есть какие-то существенные изменения, но с таким средством визуализации, как просто преобразование в черно-белые оттенки, сложно сказать, что именно там происходит. Если бы я хотел это до конца сейчас сравнить и, например, задаться вопросом, как сильно отличается результат вот здесь, то я бы скорее преобразовал это в облако точек, чтобы можно было в трехмерном пространстве покрутить и посмотреть, как эти точки от камеры находятся на разном удалении и как это выглядит в совокупности как трехмерный объект. Но вот в такой визуализации черно-белой заметно, что очень сильно ухудшилась трава. И, еще раз, я это интерпретирую так. Не факт, что это правильная интерпретация или абсолютно правильная, или исчерпывающая, но с большой степенью уверенности она как минимум рассказывает основные причины, почему так происходит. Нейросеть видит некоторые примеры. Эти примеры можно воспринимать как точки в очень высокоразмерном пространстве. Грубо говоря, у меня есть двухмерное пространство, где по оси X у меня площадь в метрах, квадратных метрах, площадь квартиры, а по оси Y стоимость квартиры. То есть мы хотим предсказывать, сколько стоит квартира в зависимости от ее площади в квадратных метрах. Соответственно, у меня есть обучающая выборка, на которой нейросеть видит примеры зависимости стоимости от площади. Ну и если вдруг я дам ей число, которое просто в 10 раз больше, чем все, что она видела, там будет какой-то нестабильный результат, потому что она туда экстраполировала, просто по сути волей случая. А может быть какой-то разумный, если у нейросети было какое-нибудь ограничение на модель, или она как-то вдруг смогла реально обобщить данные и понять, что зависимость, например, линейная или какая-то еще, и получилось хорошо все обобщить. Но в любом случае, чем у нас более высокоразмерное пространство, а здесь оно вообще сверхразмерное, да, у нас куча цветов в куче пикселей, тем больше объем пространства, тем меньшая доля пространства на самом деле покрыта точками-примерами. Ну а значит, если мы ткнем пальцем в место, в пространство, где данных как примеров рядом нету вовсе, мы получим там какой-то трешак абсолютно непредсказуемый. В том числе это все про генерализацию, про обобщение, про то, насколько нейросеть видит смыслы. Спойлер, не видит она смыслы, во всяком случае, пока что. И про то, насколько она переобучается на данных. В любом случае, она в какой-то степени переобучается на данных. Обычно это вопрос констант скорее, а не про то, черное все или белое. Предположение было, что нейросетка одним из слоев может преобразовать цвета в яркость или что-то похожее, не зависящее от самих цветов, поэтому и думал, что, может быть, порядок не важен. Я абсолютно согласен, у меня ровно такая же интуиция. Я не знаю, почему нейросеть так не делает. Более того, мне нравится, наверное, даже почти во всех алгоритмах преобразовывать черно-белое как раз из соображений, что если задача, которую мы исследуем, решаема по черно-белой картинке так же хорошо, как и по цветной, лучше брать черно-белую картинку. Про традиционные методы это так, потому что это ускоряет, в 3 раза меньше считывания нужно будет делать, памяти занимает меньше в 3 раза и так далее.
При этом проще интерпретировать, проще просто придумывать все формулы, потому что не нужно никак комбинировать все эти три канала и как-то между ними делать выбор, когда это необходимо и прочее. В случае нейросети, мне кажется, но я не считаю здесь вообще себя компетентным, это тоже полезно, потому что как будто бы, если она черно-белая, то это меньшее по размерности пространство, и поэтому проще принимать решения. Почему в Depth Anything нету в целом, как бы на этапе препроцессинга черно-белости картинок, я не знаю, может быть, в машинном обучении все-таки есть причины, почему это важно. Возможно, цвета сообщают какую-то семантическую ценную информацию. Ну, например, кстати, про зеленое это я, хорошо, смешно сказал, оно тут трава-то не зеленая, а желтая. Но неважно. Важно то, что благодаря цветам, возможно, человек быстрее считывает, а что вообще перед ним находится. А черно-белые вещи все-таки не так сильно интуитивно считываются, ну, потому что в жизни я, в принципе, вижу в основном все цветным. Так же, как и нейросеть, если она видела цветным все в обучающей выборке, и тут ей дали редкую черно-белую картинку, она слегка смутится и выдаст не такие идеальные результаты. Вот, ну, в общем, да. Почему нейросеть не сделала каких-то автоматических преобразований в черно-белое? Ну, потому что это наша интерпретация. У нее вполне возможно есть что-то похожее, но вот вполне может быть, что она сделала не черно-белое, да, а какую-то комбинацию взвешенную, еще что-то. И там 10 таких комбинаций, и они как-то потом в совокупности сделаются, и получится, что она работает не с RGB-картинкой, не с черно-белой картинкой, а вообще с 10-канальной какой-то сверхкартинкой, с которой просто по каким-то причинам нейросеть своими весами лучше дает результат. Я подозреваю, что сейчас все еще вот как-то хорошо это прямо интерпретировать не научились. Это одно из интересных направлений таких научных исследований, как суметь заглядывать внутрь, как уметь контролировать и прочее. Но и, к слову, возможно, лезть внутрь и пытаться форсировать такие веса, которые делают черно-белыми, это подобно тому, как внизу справа в аквариуме агенту мешает работать программист белковый. Поэтому открытый очень вопрос, что именно делать. Пытаться как-то навязать нейросети правильный вариант или на самом деле оставить ее в покое и дать как бы возможность решать задачу оптимально. По сути, в этом смысле лучше уж скормить в нейросеть данные разнородные, аугментированные, с перемешанными каналами, черно-белые, перекрашенную машину в серо-буро-малиновый цвет, и тогда нейросеть волей-неволей найдет способ, возможно, просто другой, без преобразования в черно-белый, который даст хорошие результаты, в том числе при перемене цветов. Поэтому, может быть, лучше форсировать обобщение нейросети и ее смыслов с помощью аугментации данных. Вот это, я так понимаю, сейчас более-менее стандартная практика и рекомендуется делать так. Вот, но важно то, что мы убедились, и, слава богу, достаточно быстро, что у нас строится здесь этим скриптом корректная глубина, она выглядит хорошо. Не забываем убрать наш эксперимент, который портил каналы, портил в смысле, что они становились не такими, какие ожидала Depth Anything на вход. Сохраним теперь, удалив обе эти картинки, еще раз построим, убедимся, что мы получили какой-то результат, и сохраним эту картинку как эталон, с которым мы хотим сверяться, чтобы впоследствии, когда мы скачаем веса, еще что-то убедиться, что результат такой же, как дополнительная контрольная проверка, что я ничего не упустил и не испортил, потому что хуже всего это при инфраструктурных изменениях в коде и рефакторинге поменять логику алгоритма и испортить, в общем-то, результат. Итого, все, у нас есть эта функция, мы хотим сделать так, чтобы она автоматически загрузила веса и прочее. Давайте, во-первых, вспомним, откуда мы грузили веса. Это, кстати, мой недочет. Я забыл сохранить путь, откуда она была скачана. Но у меня есть название файла, например. Я могу, конечно, порыться в истории скачанных файлов, но, очевидно, я этого делать не буду, потому что я не помню, что еще там скачивал. И повезло, Hugging Face как раз вспомнил браузер, что скачивалось оно отсюда. А он сейчас скачивать будет? Нет, не будет. Вот отсюда. Хорошо. Если нам сильно повезет, то здесь ссылка глобальная, и ее можно переиспользовать. Давайте посмотрим, как выглядит ссылка. Супер, она глобальная. Если она работает из... я тут даже никак не залогинен, значит, она работает из инкогнито. Ну, давайте проверим дополнительно. Супер, она начинает скачиваться. Значит, мы можем вот эту ссылку использовать для скачки. Давайте, в общем-то, придем в нейросеть и скажем, что мы от нее хотим. Я ей скажу сейчас, что вот у меня есть такая функция прекрасная. Вот этот туду я не хочу ей показывать, чтобы она не начала еще и эту задачу решать.
Сообщаем ей, что нужно сделать с функцией. Первое. Я хочу, чтобы веса модели скачивались лениво автоматически. И указываю эти веса, эту ссылку, этот URL, вот она, скопировали. Предлагаем ей сохранить эти веса в какую-то папку. Еще, наверное, стоит при загрузке показывать пользователю прогресс-бар, чтобы для него программа не выглядела как зависшей, потому что хуже всего, когда я запущу программу, и у меня, например, окошко станет черным, оно просто никак не откликается на клики мышки. Нередко бывает так, что оно не зависло, а делает просто какую-то долгую операцию. Ну и хорошая практика показывать в таком случае в идеале прогресс-бар, ну или хотя бы какой-нибудь крутящийся шарик, чтобы было понятно, что хоть что-то происходит. Ну или в случае библиотеки, а это библиотека все-таки, написать текстом в консоль, например, что сейчас происходит скачка весов, вот он прогресс, вот такая-то скорость скачки и так далее. Что еще нам нужно? Значит, при первом запуске скачиваются веса, сохраняется в какую-то папку. При последующем использовании переиспользовать эти веса, если они уже были скачаны. Если что-то еще важное, ну как будто бы нет. И, в общем-то, показываю ей скрипт, который нужно изменить. Main-функцию я не скопировал, прекрасно. И я использую ChatGPT O3. O3 я использую, потому что это самое умное, что у меня здесь доступно. А про код я, честно говоря, предпочту, чтобы подождать на 10-20 секунд дольше, но получить лучший результат. И она достаточно забавно рассказывает, что у нее сейчас происходит в голове, и если это меня не обратит в какую-то бездну, и я не сойду с ума вместе с нею, то может быть даже интересно. Мы можем посмотреть в этом скрипте, что вот эта библиотека используется для прогресс-бара. Я даже помню что-то такое, я ее когда-то использовал, и мне она нравилась. По-моему, это очень популярная библиотека, так что это хороший знак. В этой штуке что происходит? Указывается папка кэширования. Папка кэширования мне тоже нравится, если мы говорим о Linux. Для Linux это очень хорошая папка, потому что это стандартная практика использовать спрятанную через точку, то есть системная папка, которая не показывается по умолчанию в проводнике, чтобы не смущать пользователя, папка кэш. И внутри нее папка depth anything. В частности, это хороший вариант, потому что если я, например, сделаю две библиотеки, в одной у меня depth anything, в другой такой же depth anything, то я прекрасно смогу переиспользовать один и тот же файл весов, и это здорово. Так как это название файла тоже говорящее, то это будет не случайная коллизия, по факту там разные веса, а это будет целенаправленное переиспользование. Но проблема в том, что этот путь выглядит как будто он только для Linux. Я, конечно, не уверен, но мне казалось, что в Windows это не имеет смысла. Например, потому что там разные диски C, D и прочее. Но благодаря тому, что у меня Windows сейчас для разработки используется, я явным образом проверю, что это работает или не работает, или что работает код, который я позже исправлю. Давайте посмотрим, что еще происходит здесь. Есть функция, которая убеждается, что есть веса, она проверяет, что файл с весами модели существует локально, и скачивает его, если требуется, то есть если файла нет. Это похоже на то, что я хочу, это замечательно. И возвращает путь к этому файлу на локальной системе. Замечательно. Что здесь написано? Значит, если путь к файлу существует как файл, то возвращаем его. При первом вызове скачать и сохранить в папку кэша. Хорошо, это тоже выглядит хорошо. Парам-пам-пам-пам-пам. Как будто бы только с путями есть какие-то опасения. И затем inference, наверное, почти не отличается, кроме весов. Где здесь веса? Вот здесь создавалась сессия ONNX, и здесь она получала путь к весам, вот он был,
и теперь она его же получает, но теперь это не константа models слэш какие-то там названия файла, а результат работы функции, которая убеждается, что веса скачаны, и сообщает нам о том, где файл находится. И здесь приятный комментарий, что это может спровоцировать загрузку файла из интернета первый раз. Так, значит, сейчас осматривают различные варианты интеграции и в рабочий процесс, и пока фаворит C-Line Bot. Он, правда, работает только в Visual Studio Code, советую попробовать. Да, спасибо, хорошая идея, попробую. На самом деле, я про C-Line на Reddit видел упоминание, у меня он постоянно ассоциируется с C-Line, среда разработки для C++ от JetBrains. Это просто не связанный случайный факт. А так, хорошо. А у вас нету проблемы с тем, что вы кодовую базу туда можете скармливать? То есть у вас нету какого-то беспокойства, что отправка вашего кода по API условному ChatGPT в будущем попадет в обучающую выборку или просто утечет, и в будущем, соответственно, условный ChatGPT легко и просто кому-то разработает программу конкурента для вашей компании. Потому что у нас вот примерно из-за этого на работе серьезные нейросетки типа ChatGPT не поиспользовать. Поэтому я вот сейчас занимаюсь разработкой, чтобы хотя бы так поприменять нейросетки. Вот, значит, да, спасибо за рекомендацию. Итого, вот, в принципе, почти все работает, меня путь смущает. Давайте, там классно сделано, что он перед тем, как что-то отправить, спрашивает доступ к файлу. Это круто. Я использовал для среды разработки C-Line, то есть для C++, Proxy AI, по-моему. Это даже не сама по себе нейросеть или еще что-то, это просто тонкая прослойка, которая позволяет, например, в виде чата общаться и в том числе, выделив кусок кода, добавить его в контекст. Вот я тут не вижу, вот снизу видно. То есть вот показано, что я сейчас отправлю запрос нейросетки, в данном случае они используют Cloudy. При этом в часть запроса это мой текст, мой вопрос, например, по фикси багу или еще что-то. А в том числе здесь отправится код из этого файла со строчки 17 по 32. Ну, это не вот этот кусок кода, а это, видимо, раньше что-то добавилось. И здесь же можно добавить еще какие-то другие файлы. Но, тем не менее, хоть он не сольет весь код, или ты говоришь о том, что вы отправляете только не самые важные куски кода, а там, где какая-то критически важная интеллектуальная собственность, не используете ChatGPT условный, а пишите сами. Вот такой способ мне тоже нравится, и я тоже для этого и на работе, в принципе, ChatGPT использую, но это просто редкость, большая часть кода, как будто... про алгоритмы и все такое. Вот, в общем, Proxy AI мне понравился. Это не про нейросеть, это про приятный GUI, через который запросы отправляются по API куда-то. Ну и вот мы поэтому подняли локальную LLM-ку, в которую отправляются запросы. Проблема с локальной LLM-кой, что если это условные 24 гигабайта видеопамяти, LLM-ка все равно несопоставимо слабее, чем все то, что можно сейчас найти в паблике, типа ChatGPT и прочее. Вот. Я хочу нейросети не говорить сразу, раскрывая карты о том, что этот путь не работает на Windows, а хочу так, знаете, уклончиво намекнуть ей и спросить, правда ли, что этот код кроссплатформенный. Давайте Windows последним упомянем. Возможно, когда и восстанет, мне это припомнят, но я не считаю, что это какое-то зло, поэтому я надеюсь, что И, как высшая сущность, поймет и простит мне этот каприз. И мне говорят, что да, что все на питоне, да, все на питоне, работает та-та-та-та-там, только практические детали, которые, возможно, вы хотите дважды проверить. Файловые пути, она прям с первого же раза видит опасность. Оказывается, на Windows это резолвится в C users username. Очень круто. Сейчас попробуем как-нибудь, как бы это попробовать сделать. Например, мы можем сделать вот так. Хотя это не частая проверка, потому что это специальный. Я запущу просто command prompt дефолтный винды и перейду в папку подозрительно. Возможно, конечно, в питоне это так происходит.
Но в любом случае, давайте доверимся. Я, честно говоря, считаю, что с такими вещами нейросети уже сейчас очень хорошо справляются. И просто посмотрим, что будет. Если что, так я на Windows, я увижу, что есть проблемы. Потом про сети, прогресс бар, бла-бла-бла, ONNX runtime, это все нас уже не интересует, это работает. Зависимости, про кэш локейшн. Это не естественный способ для Windows и macOS. Если вы хотите использовать рекомендации каждой из этих платформ, то лучше использовать вот такой способ и специфический путь. Еще здесь упоминают про длинные пути Windows, что есть опасность. И здесь предлагается вот такой способ, в том числе указать название организации, ну или я думаю, что здесь, естественно, использовать название просто проекта и библиотеки, и оно зарезолвится в Windows в другой путь. Ну вот я думаю, что так я и сделаю. Так, по поводу применения нейросети на работе, интегральный смысл, значит, там классно сделано. Да, я, честно говоря, не думаю, что у нас есть настолько всегда, так что зависит от бизнеса, конечно. Ну да, от бизнеса и на самом деле отношения, поэтому где-то может быть так, что, например, у тебя на работе код по ценности даже ценнее, чем у нас на работе, но просто вопрос отношения там стейкхолдеров, которые принимают решения, условный гендиректор, да, он может относиться более безопасно, с большей паранойей, а может относиться более как-то спокойно и легко относясь к этой проблеме. Так что да, это все очень, очень много зависит, конечно, согласен. Да, значит, вот это мы хотим поправить. Давайте скажем, ей действительно воспользоваться. Пожалуйста, используй. И после этого мы этот код внедрим к себе и посмотрим, как это работает. Да, значит, она это меня поняла, более нет захардкоженного кэш папки и прочее. Все, я хочу этот код взять, сравнить с тем, что у меня есть сейчас, чтобы проконтролировать, вдруг она делает что-то не то, на всякий случай, я параною на эту тему, и потом сверить. И что же она сделала? Она добавила всякие зависимости, добавим их все. Ничего страшного я здесь не вижу, это прогресс-бар. Это способ узнать кроссплатформенную папку. Даже этот комментарий, она его оставляла, скорее всего, для меня, а не для того, чтобы оставить в коде. Но мне кажется, что оставить в коде — это хорошая идея. Может быть, она это и подразумевала, потому что в будущем у пользователя, у разработчика может быть вопрос, что это такое. Он явно бросается в глаза, сразу же здесь написан ответ. Это хорошо, мне такое нравится. Дальше здесь указан конфиг. В конфиге хранится информация о том, откуда скачать файл, и куда скачать файл, как бы локальное название. Нет, это просто длинный путь. Мне не нравится такое форматирование кода, я это в одну строчку сделаю. Но в целом, как есть, это я использую. Провайдер остается таким же, разрешение таким же. Ничего страшного я тоже здесь не вижу. Вот это я делаю вот так. Я не знаю, я абсолютно уверен в том, что мне больше нравится однострочный URL. И здесь у нас что? Интересно, что мне предлагают это не редактировать. Захочу и поредактирую. Вот так вот добавлю пробел. Эта функция возвращает мне путь для операционной системы и так далее. Я думаю, что это я просто тоже вставлю и потом от код-ревью. Inference API — это уже код, который был раньше, он меняет его. Здесь я тоже ничего страшного не вижу. BGR, сама картинка, конфиг и результирующий массив явно указан, что это на выходе будет. Значит, берем, портируем этот кусочек тоже целиком. Потом его отревьюем. Здесь у нас комментарий. То, что на комментарий меняет, мне не нравится. Я оставлю как было. Потому что просто меньше git div, значит, будет более очевидным, что изменялось в коммите. Здесь тоже оставлю, как было, если это не изменилось, например. Что у конфига за конструктор? У меня вообще есть конструктор. Он изменился по смыслу, как будто бы... А мы это можем увидеть ниже, да? Или выше, где он вообще создается. Вот он, да? Раз, два. Ладно, он здесь как будто не менялся, мы уже изменили. Ладно, неважно, я думаю, что я оставлю как есть, а потом, если что, разберемся. Здесь у нас тоже изменения я не хочу делать.
подготовить для первого применения. Вот здесь уже содержательные изменения. Я их сюда тоже вставлю. Здесь у нас тоже несодержательные изменения. Она отступы поправила. Окей, это хорошая идея, сделаем так же. И здесь какие-то тоже несодержательные отступы. Не вижу разницы, оставлю как было, просто минимизируя div. И, наконец, что здесь еще? Тоже отступы. Какие-то мелкие изменения в комментариях, отступы. Честно говоря, вот эти отступы выглядят хуже. И здесь изменение преобразования в тип. Было такое, стало сякое. Тоже оставлю как было, потому что меньше div. Теперь давайте перевьем код, как будто вот я сам это написал. Типа я такой крутой и так далее. Пишу код и очень много. У нас здесь какое-то изменение для отступов. Выглядит хорошо. А почему здесь изменилось количество букв вообще? То есть раньше оно было вот так. То есть это просто бага в старом коде в форматировании. Но оставим ее, как она была. Я не хочу div большой. Для меня история изменений кода очень важная вещь. Это субъективно, просто привычка. Здесь у нас какие-то отступы тоже откатим. Я теперь гифка из аквариума с вот этой рыбой и молотком просто вот перед глазами сейчас постоянно. И я прям чувствую, как эта нейросеть рядом сидит и такая... Ну ладно, ее терпения хватит, я уверен, что она справится с таким стрессом и неуважением к ее работе. Уважения много, на самом деле, к ее работе. Я считаю, что она прекрасные изменения в коде предложила, но тем не менее. Па-па-пам. Что-то там. Честно говоря, мне все это более-менее нравится. Здесь, по-моему, в корне где-то нужно было вот это настроить, да, давайте назовем это названием проекта, то есть Полярини Фокусини. Вот так вот прям назвали. Стерли. Интересно, что оно мне предложило, что можно было назвать пустой строчкой, но неважно. И, в общем-то, как будто бы все выглядит хорошо. Печатает ли он где-то в консоль путь, по которому он сохраняет? Этого я пока не вижу. Здесь есть какой-нибудь принт? Да, здесь написано, что она скачивает веса и говорит, по какому пути. Это я и хотел видеть. А еще какой-нибудь принт есть? Нету. Ну, в общем-то, да, если она уже их скачала, наверное, я даже не хочу ничего знать. Работает и работает. Выглядит хорошо. Прекрасно. Давайте запустим и посмотрим, как она начнет скачивать. Сейчас будет первый запуск, поскольку файл, который у нас уже есть, находится не по тому пути, где находится кэш, который теперь будет использоваться. Поэтому мы видим, что она начала что-то там пытаться сделать и уперлась в то, что нету пакета Platform Dirs. Поэтому мы его устанавливаем. Это, кстати, очень крутая интеграция в PyCharm. Меня так порадовало, что можно прямо в месте, где ошибка, сразу сказать «да, скачай». И пока она скачивает, взглянем, что еще за ошибка была вот в этой строке. Только в ней? Вот здесь ей что-то не нравится, еще invalid escape sequence. В каком месте? В этой строке. Что есть в этом, но нету здесь? Процентик, что ли, его смущает? Давайте повторно запустим. Все еще ругается. И скачка пошла, кстати. /depth anything не нравится, да? Вот это escape symbol. А это же комментарий. Где он? Вот, да, спасибо. Но так как этот комментарий это просто для программиста, который смотрит на комментарий, мне кажется, что вот так написать вообще ничего плохого. Что может произойти? Вот так могу скопировать. Да даже если я так скопирую, если я не ошибаюсь, это корректный путь даже на винде в наше время. Нет, некорректный. А local updata корректный, может быть, просто у меня почему-то такой переменной нет. Есть. Хорошо. Вот, кстати, тут можно вот так сделать. Нет, нельзя. Но давайте вернемся, где мы были. Мы были здесь. Корректный, да? А почему? Потому что я попытался перейти в файл. А если я вот так сделаю? А если я вот так сделаю? А если я вот так сделаю? Эта папка есть? Возможно, этой папки просто нету. Depth anything здесь есть. Ладно, здесь очень много всего. В общем, ты файл пытаешься сделать сети. Да, я попробовал удалить, оно как будто все равно не сработало. Ну, в общем, мне не важно. Мне интересует комментарий. Комментарий, это точно меня устраивает.
Если бы я успел сейчас за быстро разобраться, я был бы доволен, но у меня срабатывает в голове какая-то отсечка по времени, что внимание сильного этого не требует, а за там 30 секунд я не разобрался, ну и ладно. Итак, я это запускаю. Теперь ошибка про /d исчезла, теперь нету проблемы со странным escape символом, но у нас есть какая-то другая ошибка, и, возможно, мы нашли ошибку логическую, потому что сейчас написано? Сейчас написано, что код, когда он попытался загрузить веса, то есть он уже загружает веса, он не скачивает их из интернета, он уже загружает их с диска, чтобы дальше исполнить. И в этот момент загрузка модели навернулась, ее не смогло распарсить, потому что я в прошлый раз прервал скачку файла, и файл был, соответственно, в недозакачанном варианте, там сейчас хранится какой-то мусор. Это, в частности, означает, что мне нужно его удалить. Я просто проводником разберусь с этим. А почему? Что-то я про пути совсем, видимо, не знаю в винде. И такого пути нету. Но локал-то есть. Дальше мне нужно зайти в папку Полярини Фокусини. Полярини Фокусини здесь нету. А почему он тогда его пытается вообще загрузить? Непонятно. Давайте посмотрим логику кода. Он заходит сюда, если есть переменная модуль. Папку создал перед тем, как в нее что-то скачивать. Ну и нейросеть-то, наверное, я ей доверяю. Она просто начала прогресс двигать, да, соответственно, файл куда-то сохранялся на диск. Значит, видимо, папка уже была создана. Но можно проверить. Давайте проверим, действительно. Вот здесь есть makedir, да, который exist awk true и создает еще и родительские папки, да, то есть всю иерархию папок он явно создаст перед тем, как делать загрузку. Так что с такими вещами нейросеть лично справляется, но и вот справилась. Так что да, хорошая гипотеза, но с этим проблемы нет. Меня сейчас смущает другое. Есть путь, он даже вот здесь выводится в консоль, но его не существует у меня на компьютере. Это очень странно, я это не понимаю, но давайте посмотрим, почему код тогда вообще в этот путь дошел, вот до этой строки дошел. Есть model path, где-то выше должна была быть, это у нас уже вызов, это внутри ONNX, внутри библиотеки, шаг вверх, вот здесь мы создали нашу сессию исполнения по этому пути. Этот путь берется из этой функции, эта функция возвращает путь вот здесь, поэтому вопрос в том, почему она решила, что этот путь уже создан, но вообще вот он здесь создается. И почему его тогда нету? Хороший вопрос. Я хочу здесь даже отладку остановить. То есть она загружает... вот, если путь существует, то она его возвращает уже в закэшированные веса и использует как есть. Значит, запустимся по отладчикам, просто увидим, что она заходит в этот первый реторн для того, чтобы, например, не заниматься отладкой и исправлением ошибки, в которой мы просто неправильно сделали понимание ситуации. Вот, она возвращается сюда, она знает, что эта папка существует. Что это за папка? C, users, парам-пам-пам, Полярини Фокусини. Полярини Фокусини здесь нету. C, users, polar, updata, local. Ладно, может быть, тут есть какие-то скрытые файлы, но просто она не должна быть скрытым, по идее. Тихо, шифером, шурша, есть крыша не спеша. И я сделаю выводы с предыдущей сессии. Не нужно думать, нужно просто спросить нейросеть. Я ей рассказываю о том, что случилось. Я остановил загрузку, соответственно, файл остался скачанным частично.
Давайте ей даже ошибку сообщим. А я знаю, что у меня один зритель. Да не, шучу. В прошлый раз было 2. Возможно, это был ты. Если это так, то это очень неплохой расклад. Меня он радует. Другая проблема с тем связана, что... Хорошо. Но, с другой стороны, ты бы сказал так же, если бы ты создавал эту иллюзию, как профессионал своего дела. Поэтому я все еще не до конца уверен. Будет такая мистерия. Другая проблема связана с тем, что этого файла не могу увидеть в проводнике. Рассказываю ей о трагедии, о том, что я не вижу папку Полярини Фокусини в папке Local. Пусть расскажет, с чем это связано, и я узнаю что-то новое. Я надеюсь, что она явно поймет, что меня это беспокоит, и она это выделила целый абзац. Это, наверное, хороший симптом. Скорее всего, в связи с этим она мне сейчас прямо код поправит. В целом, обычно стандартная практика с борьбой от этого в том, что скачивать файл нужно не в правильное название, а в какое-то временное. Но она мне то и предлагает, да. То есть создать файл, который в будущем в принципе не будет интерпретироваться, если он даже есть на диске, и поэтому не создаст вреда. А вот когда файл уже скачан полностью, а значит консистентный, изменить его имя на то имя, которое в будущем проверяется, когда проверяется кэш. Так что это хорошо, мне это очень нравится. Но давайте еще проверим, что. Значит, следующий запуск не видит, что файл присутствует, и он пытается его открыть. ONNX не может открыть, потому что файл не является валидной моделью. Это я и так понимаю, спасибо. Я не могу увидеть папку, она услышала от меня эту проблему, и рассказывает мне о том, что файл на самом деле по вот такому пути. Но AppData спрятана по умолчанию в проводнике. Напечатайте, это я и так и делал, я даже эту галочку жал. В папку local я смог попасть, поэтому она не до конца поняла проблему. Я же сообщал о том, что я не могу найти Полярини Фокусини в папке local, поэтому давайте ей расскажем. Можно попробовать иначе проверить наличие файла. Но я не знаю, я считаю, что оно все существует. Я думаю, что это чисто про проводник Windows, про то, что этот путь какой-то немного другой на самом деле, еще что-то. То есть Python-то сработал консистентно. Python при первом запуске начал скачивать, при втором запуске увидел существование файла и его использует. То есть мы 2 раза знаем, что первый раз файл, собственно, мог сохраняться на диске, значит, папка кэш, например, существует и так далее. И второй раз он консистентно узнал, что там файл есть. Я тут очень мало шансов отдаю на то, что это как-то по-другому объясняется, отлично от файл действительно существует на диске. Поэтому вопрос в том, почему я в проводнике это не вижу. У меня вот такое предположение. Можно это проверить еще как все-таки, да? Можно, например, в Python вызвать команду «скажи мне, существует ли этот файл». Но, в принципе, мы знаем, что оно нам скажет, ведь Python сам это и делает в этой библиотеке. Но давайте я это все равно сделаю, потому что вдруг я получу отличный результат, это будет полезно. Я вообще не знаю, как это делать. Файл exist. Понятненько. Нам нужно заменить все бэкслэши на двойные бэкслэши. Эта проблема уже нам знакома. Она закалила наши сердца, и мы легко с ней разберемся. Файл существует. Давайте проверим, что эта функция вообще хоть что-то разумное говорит. Если я дам вот такое, файл не существует. Все, значит, файл существует. Все, проблема чисто про открытие папки на Windows, что очень высокая планка. И, естественно,
К такому жизнь меня не готовила. Да, но я об этом ей и говорю. О том, что but I am in... I can see, dear... Может быть, здесь папка не обновилась? Вот я обновил ее несколько раз. I can see, dear... And... Но нету между ними... Подолини Фокусини. Между ними. Какая-то мистика. То есть, на самом деле, можем, конечно, забить. Какая разница? Но это любопытно. И опять же, мне кажется, что все, что любопытно, нужно исследовать. Почти наверняка оно там, но просто не там, где вы смотрите. Да это я верю. Но ты можешь его из питона удалить. Да-да-да, нет, проблема решаема, просто любопытно. Типа я с таким реально не сталкивался. Но на винде мало, конечно, программировал. Здесь объяснение, почему, возможно, вы не видите. Пара-папам. Она еще и предлагает решить проблему, но это мы вместе с дорогими зрителями уже придумали, что можем как-нибудь файл-то удалить. Убедитесь, что... Та-та-та... Я ведь уже попробовал, да, перейти в папку Полярини Фокусини напрямую. Знать бы еще, как она пишется. Но я просто скопирую, очевидно, отсюда, чтобы действовать наверняка. Вот даже вот такой путь скопирую, кстати. Ладно, а вот такой. А вот такой. Но у меня очень большой соблазн уже забить на это, честно говоря. Все, забили. Нам нужно удалить этот файл. Ospath. Какой там есть какой-нибудь? Delete. Remove. RM. Analink. О, Analink, так. Path, Analink. Все, ладно, я уже без нейросетей ничего не могу. Python, how to delete file. Давайте пока посмотрим, что он там еще нам здравое предлагает. Все это мы игнорируем, это нам все не важно. Нам важно только про временный файл. Тут галочка какая-то в комментариях. Прекрасно. Она предлагает создавать временный файл и переименовывать его только после того, как загрузка завершится. Предлагает также провалидировать существующий файл, сравнивая его с content length респонсом от Hugging Face. То есть она предлагает нам каждый раз по URL обращаться, смотреть, сколько нам предложен вес там и так далее. Это было бы хорошо, если бы этот файл в будущем мы хотели условно изменить и на Hugging Face выложить новые веса, и у всех был бы невалидный устаревший кэш. Но это не то, что мы хотим. Более того, из библиотеки при каждом использовании устанавливать сетевое соединение, даже когда это не в первый раз запущено, мне не нравится, но это просто выглядит подозрительно. Я предпочту, чтобы эта библиотека была максимально молчалива, кроме разве что первого запуска для скачки. А о скачке она явно говорит, показывает в консоль Progress Bar, поэтому это явное такое поведение, в котором пользователю все понятно. Если нету хедера, бла-бла-бла. Ну, в общем, мне, в принципе, все нравится, кроме того, чтобы забить на content length, в этом я ценности не вижу. Можно было бы еще хэш-функции какой-нибудь сохранить рядом MD5 с чек-сумму, например, чтобы если файл кто-то закараптит, например, жесткий диск посыпался, еще что-то, аккуратно это заметить. Но это уже что-то избыточное, мне кажется, что для нашего применения это уже лишнее. Итак, тем временем нейросеть нашла, что есть функция os_remove. Давайте найдем, где там было. Вот было про exist. Все, он все еще exist, поэтому мы это изменим. os_remove.
Все. Теперь у нас нету этого файла, а значит будет запущена автоматическая скачка. Остановим. Кстати, интересное следствие из того, что я не смог это найти, в том, что если какой-нибудь из пользователей потенциальных этой библиотеки попытается спросить, а как на винде удалить этот файл, я ему буду предлагать реально открыть Python и удалить оттуда, потому что я не знаю, как найти этот файл в Explorer. Но я не буду подавать виду, я скажу путь к файлу, а дальше, если пользователь скажет, что он не может попасть в папку, я его поддержу и окажу моральную поддержку. Неважно. В общем, у нас удален файл, можно заставить это все работать, но нужно не забыть применить вот эти изменения, связанные с временным файлом. Поэтому берем, копируем файл, копируем скрипт новый, измененный, который убеждается, что веса скачаны. Здесь также есть функция про узнавание размера, ее использовать не буду. И вот это все мы копируем. Оно, скорее всего, там не подряд было, да? Значит, нам нужно копировать по чуть-чуть. Копируем сначала функцию, которая убеждается, что веса скачаны. Копируем аккуратно, педантично сравнивая, потому что, еще раз, я не хочу, чтобы нейросеть сейчас случайно что-то придумала. То, что связано с проверкой с коррупшеном, нас не интересует, потому что я не хочу стучаться к серверу каждый раз. Нас интересует только создание временного файла. Причем в консоли оно здесь уже вообще ничего не пишет, да? А я хочу писать, поэтому я пишу вот так. И затем... Ну, наверное, я хочу написать на самом деле старый путь, не temporary. Ну, тут как раз и пишется он, потому что, для пользователя что он видит? Он видит, что идет загрузка вот в такой путь. Если это путь с TMP, то после загрузки, не найдя этот файл, я бы удивился. Поэтому я хочу в консоли видеть все-таки конечный результат. То есть скачка идет в конечный путь просто вот посредством промежуточного медиатора вот этого временного файла. То, что это не совсем технически корректно, не так важно, как удобство использования. Поэтому я оставлю здесь вывод в консоль не временного файла, а конечной цели, куда мы хотим файл положить. Создается временный файл. И давайте посмотрим, где использовался целевой путь. Целевой путь использовался здесь, поэтому вместо него мы подставляем здесь TMP. Или нет? Это просто описание, это просто то, что показывается в прогресс-баре при загрузке, поэтому название description, описание оставляем как было. А вот здесь при открытии файла на запись используем временный файл, который промежуточный. Скачивается по мегабайту, все окей. Загрузилось, бла-бла. И вот в конце не забываем сделать переименование временного файла в наш. На самом деле, вот этот комментарий мне страшно не нравится, потому что это иллюзия, это ни разу не атомарная операция, есть очень много разных проблем с файловой системой, и чтобы сделать это атомарно, нужно очень много усилий приложить, скорее всего, это вообще просто-напросто невозможно. Нужно спровоцировать сброс какого-нибудь там журнала файловой системы, операционной системы и так далее. Я даже лезть в это не хочу. Меня устроит вот это, потому что это не какая-то система, управляющая ядерным реактором и прочее. То есть, насколько я знаю, вот этого ренейма недостаточно, чтобы быть уверенным. Но, во всяком случае, где-то давно, по-моему, еще когда в Транзасе был, эта проблема всплывала. Правда, я не могу, например, придумать, как это спровоцировать. А на самом деле любопытно. Давайте спросим нейросеть. Что это за тип? В общем, ладно, просто спрошу. В Java постоянно использую флаг Atomic Move. А что за метод в Java, который принимает этот флаг Atomic Move? Просто то, что он атомарный move, гарантирует что? Что другие процессы увидят как бы консистентное состояние до-после. Но гарантирует ли он, что эта операция завершилась? Или ты тоже не вкладываешь в Atomic Move гарантии, что она завершилась, если строка перешла к следующей? Потому что вот я бы мог наивно подумать, что имеется в виду, что если я увидел в консоли, например, следующую строку, которая вывела yes,
то я бы предположил, что после этого, даже если я просто из розетки комп выдерну, то я файл увижу вот в этой новой целевой точке. Но вот я не уверен, во всяком случае, я бы как минимум много усилий приложил, чтобы убедиться, что оно работает. Потому что, возможно, это не гарантия. Не, это не так. Не так что оно не гарантирует, что файл на диске сместился. То есть какая семантика вот этой гарантии? Можно даже посмотреть, да, мне нравится идея прочитать документацию Java. Для текущего процесса гарантия есть. Да, это окей. И здесь я достаточно хорошо готов поверить. Atomic Move выполняет move. Если не поддерживает Atomic Move, бросается ошибка. Интересно, кстати, что будет, если этот файл, например, на каком-то сетевом хранилище. Потому что мне кажется, что с сетевыми хранилищами там обычно куча всяких проблем, в смысле, что там все хрупко и часто нет каких-то сильных по функциональности вещей. Непонятно, как оно гарантирует атомарность для файловой системы сетевого хранилища, ведь у тебя может быть два разных компа к нему подключено, к этому NAS. Тоже любопытно. Неважно. И вот любопытно, какие гарантии. Потому что у Java здесь есть явный флажок, да, Atomic Move. У Python здесь этот вызов обычный плоский, а значит, например, если файловая система не поддерживает Atomic Move, навряд ли оно кинет ошибку. Ну, в любом случае, любопытно сделать как минимум еще минимальные усилия на эту тему, потому что меня такие вещи немножко интересуют. Ой, так, колесико мышки закрутил. И спросить нейросеть подробнее. Мол, действительно ли это атомарная операция, и может ли она предоставить какие-то доказательства. Ну, я под доказательствами имею в виду документацию, как вот, например, для Java. Вот это меня абсолютно успокаивает, тем более, что тут сказано явно, что это про файловую систему, и что если процесс смотрит на папку, то он увидит полноценный файл и так далее. По идее, есть гарантия, что в системе будет либо состояние до, либо после мува. Ну, надеюсь, но просто почему есть такая гарантия? Здесь же слово Atomic — это буквально только часть комментария. Пока что для меня вот это нейросеть думает, что это атомарный мув. То, что она так думает, наверное, достаточно неплохая подсказка, что на это хорошие шансы, но мне прям интересно, особенно учитывая кроссплатформенность. Ты про флаг Java. Да, про флаг Java тоже, да, у меня вопросов нет, тут я абсолютно солидарен. Так, нам рассказывают, что если они на одной файловой системе, то есть, например, с диска C на диск C и так далее, то да, это все вызывает нативную платформу и вызывает у нее system call, то есть вызов операционной системы для Linux и для POSIX. Никогда не будет какого-то там полузаписанного файла или отсутствующего имени. Тоже, короче, как с Java все супер. На Windows, да, если это не переходит между разными дисками. И на Mac тоже, так же, как и с POSIX, как с Linux. Ну да, ладно. Хорошо, то есть, в принципе, как будто бы все работает в каких-то разумных случаях. Но, в общем-то, да, везде это работает все с предположением, что на одном диске. Ну, в общем, у нас это предположение выполнено, потому что это все файлы одной папки. В одной папке просто суффикс tmp добавлен. Поэтому нас бы это устроило даже без проверки этих вещей, если что, потому что, ну, буквально, это не какой-то отказоустойчивый, это не какая-то база данных, еще что-то. Можно допустить ошибки в этом, и это будет приемлемо. Но любопытно стало. Ладно, мы сделали rename, мы сделали временный файл, в него записывается и прочее. Значит, теперь, зная, что я файл удалил, если я запущу, начнется его скачка. Я это сделаю и сломаю ее, прерву на полпути, чтобы проверить, что при повторном запуске файл вновь пытается скачиваться, чтобы убедиться, что есть отказовая устойчивость, которую я хотел добиться. Давайте начнем. Я запустил, он обнаружил, что файл отсутствует, начал скачивать, я коварно подкрался и стукнул по голове. Оно прервалось, запускаю еще раз. Оно опять не увидело весов, начало скачивать. Ну, еще разок. Просто потому что мне нравится прерывать этот процесс. Ну, в общем, да.
И теперь, если я просто запущу, пусть он наконец скачает, хочется убедиться, что при повторном запуске он будет работать. Вот указывается путь. Опять же, просто вдруг сработает, я все равно еще раз попробую перейти в эту папку, опять не перехожу, сразу закрываю глаза и говорю, что ну и ладно, мне не очень-то и хотелось. Как будто бы все, как будто бы мы реализовали ленивую загрузку, очень повезло, и большое спасибо здесь, я думаю, в первую очередь Hugging Face, который предоставляет такой удобный для использования сервис по хранению весов, ну, потому что буквально они даже никак не защищаются от того, что это можно скачивать автоматизированно из подобных библиотек. Это ссылка абсолютно чистая, приятная, не требует никаких кукисов, никаких авторизаций для сессии и так далее. Ну, в общем, прям подарок. Кажется, что если вы хотите заабузить это, и у вас нет принципов на эту тему, здесь можно организовать свое файловое хранилище всех ваших, я не знаю, фотографий и так далее. Но, возможно, за вами придут и обнаружат, что вы так сделали. Неважно, я так делать не буду, это нехорошо. Скачивается файл, почти скачался. Сейчас я хочу еще убедиться, что после того, как он скачался, он корректно отработает. Мало ли, это достаточно редко тестируемый сценарий, и я дальше буду тестировать со случаем, когда веса уже скачаны, поэтому важно убедиться, что он сейчас работал. Вот оно скачалось, картинка не изменилась. Это замечательно. Давайте удалю эту картинку и еще раз запущу теперь, надеясь, что веса переиспользуются, но результат будет все тот же самый. Отработало теперь очень быстро, и веса действительно сработали. Картинка глубины построилась корректно. Прекрасно. В целом, как будто бы мы закончили с тем, чтобы автоматически скачивать и кэшировать ONNX веса. То, что ошибка есть warning в консоли, это связано с тем, что мы вызываем вот здесь сохранение на диск глубины. А глубина — это картинка из 32-битных чисел с плавающей точкой, float 32. Это можно увидеть вот здесь. Ну и OpenCV не умеет это сохранить в виде JPEG, поэтому преобразовывает 8-битную картинку. Поэтому мы видим ее как черно-белую. Нас-то устраивает, просто он пишет об этом warning, но нас не должен этот warning беспокоить. Этот код в конечном счете будет удален. Хорошо. Значит, в принципе, мы сделали оценку глубины через ONNX и автоматическое скачивание весов. Давайте почистим этот файл, если здесь что-то лишнее есть. Этот импорт не используется, удаляем. Здесь указывается, что выясняется кроссплатформенная папка, это хороший комментарий. Указывается, что единственное, вот это не просто depth anything, я бы вот так даже это назвал. Потому что тогда, если это загуглить, например, я надеюсь, что найдется как раз вот это на Hugging Face, даже из-под инкогнито, чтобы убедиться, что это не просто папка, на которой я уже был, и браузер меня поэтому туда направил, а действительно объективный способ туда попасть. Ну вот сюда, например, я попадаю, и это depth anything v2 large. Если я сравню с URL, то был ONNX community. Это что-то другое. А вот это другое. Ну, не находится, но достаточно неплохо. В любом случае, здесь URL-то, собственно, есть, поэтому я даже не знаю, зачем это делать. Зачем я это хотел сделать? Я хотел, чтобы если пользователь обнаружил эту папку, она его начинает смущать, он мог понять, собственно, откуда этот файл скачан, что это такое. Ну, в общем, я улучшил здесь интерпретируемость, сделал более очевидным. Здесь же upname. Здесь вообще, наверное, вот здесь стоит написать Полярини Фокусини, поэтому давайте сделаем здесь Полярини Фокусини, up after. Ну, ладно, давайте вот так сделаем, но вообще, наверное, не важно, можно его даже пустым оставить, не важно. У меня теперь веса будут заново скачиваться, давайте убедимся. Парам-пам-пам. Что-то еще. Просто параметры, мы используем просто ЦПУ, не забываем, что в будущем мы захотим использовать CUDA, поэтому давайте добавим здесь to-do. Хотя это to-do в целом еще и записано в этом файле с планами, поэтому мы об этом не забудем. Скачиваются веса, определяется путь, куда их сохранить. Если этот путь существует и файл там есть, значит он и используется. Если нет, создается родительская папка, туда будет скачано, пользователь видит это сообщение, ему все понятно. У меня здесь main был удален. Давайте его воскресим, чтобы... Давайте теперь запустим его из основной программы, которая для всех картинок отработает. Пусть так сработает. Вот у нас спровоцировалась загрузка.
И когда она отработает, хочется надеяться, что картинки все одна с другой будут обрабатываться. Прекрасно. И теперь загрузка идет в папку «Полярник». «Полярине Фокусине». Это то, чего мы и хотели. Мы изменили здесь вот эти названия. Папка создается временный файл, начинается загрузка с тайм-аутом 60 секунд. Используется эта библиотека, чтобы показать прогресс-бар, чтобы пользователь видел, как идет процесс. Вот мы это тоже сейчас видим, и была показана скорость скачки. Дальше все это скачано, файл закрывается, файл переименовывается и используется. Здесь все супер. Дальше у нас при использовании картинки и применении нейросети к ней как раз и убеждается, что веса скачаны, создается сессия с этим путем и загружаются веса, которые теперь точно скачаны или уже были скачаны раньше. Ну и все хорошо. Да, все очень хорошо выглядит. Тогда давайте запишем, собственно, сколько это заняло времени. Чуть больше часа. Ну и там округлим вверх, пусть и будет час 15. Сегодня 22-е. Ну, час 15 — это 1 час и 1 четверть. Наверное, нужно придумать какую-то другую, более удобную нотацию, но я чего-то уже подпривык. После этого записываем, что мы сделали. Мы сделали автоматическая загрузка весов нейросети Depth Anything V2 с кэшированием. Ну, то, что файл не бросается на полпути, если скачка была прервана через создание временного файла, мы здесь писать не будем, ну, это уже детали реализации, мне кажется, что это просто корректная реализация. Видим, что у нас все работает теперь картинки-картинки, то есть первый раз он скачку делал, а для остальных картинок уже просто используют скачанные веса. Отлично, все работает, давайте это коммитить. Нам нужно закоммитить файл, который оценивает глубины. Еще раз посмотрим на div. Ну вот, да, добавляется все, что связано с убеждением, что веса скачаны и прочее. И еще таймлайн, я думаю, я хочу закоммитить, чтобы они хранились в репозитории. Пока что я этого еще не делал. Из таймлайна уже, в свою очередь, можно скопировать commit message. Я еще хочу указать, что это имеет отношение к оценке глубины. А как я раньше коммиты там делал? Па-па-пам. Ну, давайте мимикрировать под них. Да, мне все нравится. Он ругается по поводу того, что там есть туду, который я еще не исполнил, туду по поводу куды, но это туду, который я просто сейчас и не хочу разруливать. Хорошо, значит, топ-приоритетную задачу с ленивой загрузкой мы сделали, можно это удалить. Теперь, наверное, самое интересное, что можно сделать, это запаковать в библиотеку, которую было бы удобно использовать, и впоследствии опубликовать ее в репозитории всех пакетов Python. Ладно, давайте это и сделаем. Нужно еще почистить. Мне не нравится, что здесь вот этот файл, я понимаю, он занимается отладочной визуализацией. Этот файл мы только что меняли, он занимается оценкой глубин, скачиванием весов, их кэшированием и переиспользованием. Этот скрипт занимается как раз вот чем эти два скрипта отличаются. Этот скрипт существовал, наверное, и до всего. Мы его зарефакторили? Не, это полноценный... здесь у нас, собственно, наш алгоритм. То есть это самая важная часть. А этот скрипт — это корневая точка входа. По сути, это main-функция, которая занимается тем, чтобы в цикле для каждой картинки запустить функцию, которая написана вот в этом файле, где эта функция — это алгоритм, который мы используем. И вот это вот запустить ONNX точно устарело. Это то, что впоследствии мы завернули в этот скрипт Depth Estimation. Мы здесь обкатывали работу с ONNX. Если здесь что-то ценное... Нет, нету. Все вот это здесь, да? Да, вот все эти преобразования. Вот они здесь. Хорошо, значит, это можно удалить. Удаляем. Эти картинки глубин нам тоже не нужны. Это был временный тест с весами, чтобы убедиться, что веса работают так же, как и веса, которые мы раньше скачивали. И, в свою очередь, эти веса, которые мы раньше скачивали, нам теперь тоже не нужны. Давайте посмотрим, не использовали ли мы где-то еще их в коде.
Ну, здесь это путь для скачки, то есть это не то же самое. Здесь это тоже комментарии, тоже по поводу пути. Ну, нигде не используется. Значит, эту папку тоже теперь устарела, не нужна, мы ее тоже можем удалить. Удаляем. Планы — это файл мусорный, мы его коммитить не будем и менять не будем. Мы сейчас по нему просто пойдем дальше. А заметки, что заметки? Это тоже устаревшая штука. Она была по поводу рефакторинга и того, какие отладочные визуализационные файлы исчезли. Но это уже позапрошлые тысячелетия, нам тоже это не нужно. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Завернем это все в сетап. Замерим время, когда мы к этому приступили, 16:52. И попросим нейросеть рассказать нам, как поступить. Создадим новый чат, чтобы контекст не смешивался и жить нейросети было проще, и она знала, что именно сейчас меня беспокоит и интересует. Интересно, могу ли я скинуть вот эти файлы вот прям так? Давайте попробуем. Скорее всего, смогу. Рассказываем ей, как сейчас устроен мой проект. Рассказываем ей, чего я хочу, что у меня есть 4 скрипта в папке src, что я хочу сделать setup Py, что я хочу опубликовать эту библиотеку на PyPy, и говорю, что мне нужна помощь нейросети с этой задачей. В том числе я говорю, что за библиотеку я хочу опубликовать, в чем ее основные фичи, которые будут использовать пользователи. Ну и таких фичей, в общем-то, 2. Первое и самое важное — это функция, которая предоставит по картинке информацию о том, где фокус, а где блюр, то есть предоставит маску. И второе — это, по сути, приложение. Приложение, называющееся... Приложение очень похожее на скрипт. Что это приложение должно делать? Оно должно зайти в папку, найти все картинки в этой папке и для каждой картинки, в цикле одна за другой, построить маски и сохранить их рядом. Ну и формулируем, что это приложение должно по папке обойти все картинки в этой папке и создать маску фокуса для каждой картинки в предоставленной папке и сохранить маски в другую предоставленную папку, называя эти маски, называя эти картинки с именем, соответствующим имени оригинальных соответствующих изображений. То есть если маска построена для картинки машина.jpg, то маска должна сохраняться. Давайте приведем этот пример. То маска должна сохраняться в папку для масок. И название картинки должно быть машина с суффиксом mask.png. Что еще мне нужно? Как будто бы все.
Возможно, мне нужна опциональная установка ONNX Runtime с CUDA. И, наверное, на этом все, да? 4 файла я приложил. А, еще вот какой-то временный файл приложил случайно, когда Ctrl-C, Ctrl-V делал. Да, ну и O3, самая умная нейросеть, которая есть. Запускаем, смотрим. Очень надеюсь, что она действительно этот скрипт целиком посмотрит. Но эти скрипты маленькие, поэтому там смотреть-то, в общем-то, почти нечего. И да, действительно, я об этом забыл, так как мало сталкиваюсь с питоном, что в целом файлы и скрипты должны лежать внутри какой-то папки, которая будет названием пакета, в котором они находятся. Там же должен быть корневой файл инициализации этого пакета со специальным техническим названием. Еще предлагается специальное как бы название для приложение, которое мы попросили ее сделать в этом втором шаге, для обработки всех картинок в какой-то целевой папке. Еще предлагаются тесты. Да, тесты я хочу. Setup.py, описание. Описание это уже я сделал, в целом там есть что-то. Но посмотрим, что она мне предложит. Потом еще мы попросим написать какой-нибудь простой тест. Это у нас была другая тудушка в планах. Но, возможно, мы вернемся к этому позже. Зачем сейчас об этом думать? Хотя, наверное, сейчас имеет смысл об этом думать, потому что вот мы сейчас ей уже сказали контекст про setup.py и как минимум заложить какую-то простую базу для тестов, а уже потом их наращивать, точно стоит сейчас. Ладно. Что у нас предлагается в init? Просто корень. Достаточно простой. Копируем. Создаем вообще вот эту папку. Переносим туда эти скрипты. Создаем этот файл. И копируем в него вот этот код. Создаем файл CLI. Переносим в него этот код. Потом разберемся, что в нем понаписано. Оно эквивалентно оригинальному скрипту, просто запаковано как переиспользуемый инструмент. Ну хорошо, давайте сразу сверим, чтобы если оно действительно соответствует, то удалить уже ненужный скрипт runDetection. Что в скрипте runDetection делается? Целевая папка указана, указаны сигмы, которые используются для размытия и за счет этой детекции фона. Зачем они сюда прокинуты? В целом вопрос открытый, так захотела нейросеть, а я с ней не стал спорить. Ну и, в общем-то, не то, чтобы я прям считаю, что это не нужно. В целом гибкость алгоритма — это хорошо, правда, не уверен, что это прям ценная штука, но пусть будет, в конце концов. Так как это явно указано, что типа такие опциональные аргументы, так же как и отладочные, также еще другой гиперпараметр алгоритма про то, сколько рассечений пространства мы делаем, то есть по какому количеству координат мы голосуем за глубины, где у нас точка фокусировки. В теории, может быть, какой-то пользователь за счет этого сможет получить лучший результат на его данных за счет подгона этих гиперпараметров, так что почему нет? Ну и больше тут почти ничего нет, просто пройтись по файлам, проверить, что это картинки. Если здесь еще тут было по поводу того, что игнорируются глубины, нам это все не важно, теперь файлы глубин мы теперь не создаем, только для отладки. И создание папки для результата, и туда запись. Ну, в общем, да, скрипт довольно бесполезный, достаточно простой, я имею в виду, и здесь точно все присутствует, и все скрипт хоть сколько-то разумно выглядит. Здесь мы можем увидеть, что точка входа здесь написана полноценно, это main-функция, в ней есть стандартный способ парсить аргументы для Python, указано название нашей утилиты, InFocus детекция.
Может быть, мы хотим ее переименовать в Балерине Фокусине, но вопрос открыт. Возможно, это более говорящее название. Здесь есть пояснение, что оно создает маски in-фокуса, то есть где фотография резкая для всех картинок в папке. И тут действительно есть входная папка, указывается, что картинки ищутся. Есть выходная папка, указывается, что записаны будут маски в том формате, что я попросил. Гиперпараметры сигмы, они есть дефолтные, число корзин, бла-бла-бла. Дальше парсится, разбираются сигмы, чтобы через запятые разбить вот это на 3 числа 0, 0,75 и 2,0, подобно тому, как это было здесь явным образом написано. И, в общем-то, все просто. Процесс dir нас дальше интересует. Процесс dir берет вот эту входную папку, смотрит, какие там есть файлы внутри. Если их суффикс, то есть расширение файла, находится в этом перечне, то мы их обрабатываем. Если не находится, то мы их пропускаем. Не совсем понятно, где здесь... Вот, здесь есть уменьшение букв до маленьких. Это важно, потому что если файл с вот таким суффиксом, то он преобразуется вот в такой суффикс и будет признан подходящим для нас, что он тоже картинка. Дальше здесь мы делаем проверку про depth. Оно просто сохранило это для обратной совместимости с старым кодом, и потому что, в общем-то, у нас здесь хранятся вот эти все глубины. Но на самом деле это просто наследие прошлого. Давайте с этим разберемся именно сейчас, просто удалим их все, и можно будет изменить эту логику. А нейросеть в этом смысле ей почет и уважение, она сохранила старый код, в отличие от прошлого случая, когда она багала на прошлом стриме. Возможно, кстати, можно было тупо их заревертить, как файлы, которые не в гите, но неважно. Это нам теперь не нужно. И здесь мы считываем картинку, запускаем для нее обработку, передав гиперпараметры внутрь, там произойдет скачка весов и прочее. Вычисляется путь, куда сохраняется файл. Это просто целевая папка, добавив название входного файла и суффикс маски и PNG. PNG, а не JPEG, потому что в PNG нету потерь, а значит маска будет сохранена четко и резко. Чисто белые пиксели, чисто черные. Так же, как мы и хотим, собственно. Ну и происходит запись, преобразуется boolean массив в 8-битные значения, но там будут нолики и единички. Домножаем 255, и там будут нолики и 255. То есть полноценное бинарное черно-белое изображение. И печатается в консоль четкая информация о том, что вот такая-то картинка была обработана, и вот она была записана. Я бы, наверное, здесь еще хотел добавить прогресс-бар. Давайте добавим. Чтобы пользователь, запустив по папке, видел четко, сколько файлов из скольки уже обработано, и ему было ясно, сколько ждать. Да. Что еще мы здесь хотим сделать? Также мне предлагается setup.py. Считается стандартной нормой использовать PyProject Toml. Я не знаю, что это такое. Давайте загуглим, взглянув на какой-нибудь. Я не хочу нейросети просто чат портить контекстом. Создавать новый тоже пока не хочу. Я бы использовал, честно говоря, setup.py. Если бы мне нейросеть сказала, что есть причина его не использовать, то я бы перешел. Но раз она говорит, что PyPy все еще принимает setup.py, давайте пока им обойдемся. Если что, потом в будущем мигрируем. Просто я setup.py всегда видел, мне будет спокойнее. Pip install позволяет сделать in-focus detect. Ну вот это открытый вопрос. Наверное, я хочу его назвать все-таки Ballerina Focusine. Рассказывается короткое описание. Что-то там. Давайте создадим файл, уже потом в нашей кодовой базе будем знакомиться с тем, что там внутри написано. Depth anything, вот эта папка нам, кстати, тоже теперь не нужна. Мы ее тогда создавали, чтобы запускать напрямую нейросеть, используя PyCharm и прочее, но теперь после того, как мы перешли на NX и даже сделали автоматическое скачивание весов, она нам не нужна, поэтому тоже смело удаляем. И нам нужно создать setup.py. И в него скопировать вот это все. Здесь рассказывается о том, что она для меня предложила сделать, что она выполнена 3 требования. Во-первых, эта функция доступна.
благодаря реэкспорту в init.py. Давайте взглянем. Вот здесь приводится пример, что InFocus можно импортировать вот эту функцию. Хорошо. Я это потом просто-напросто попробую опытным путем. Мне не нравится, что, видите, здесь требуется сохранять синхронизацию вот этого и в setup.py. Давайте я здесь допишу to do, make it automatically synced with version in setup.py. Я какой-то способ когда-то давно где-то придумывал. Можно, например, сделать простой парсер через регулярки, который из этого файла извлекает вот эту подстроку. Например, извлекает то, что идет после слова version, и подставляет вот в этот сетап. И странно, что ничего лучше до сих пор не придумали. Но, возможно, вот тот PyProject Toml, который все используют, решил эту проблему в том числе, но навряд ли это, конечно, основное. И чего еще? Вот, она еще учла, что ONNX runtime обязательный, а вот CUDA опциональное. Нужно обратить внимание на install requires и extras require. Давайте посмотрим, как это устроено. Есть обязательные зависимости: ONNX, OpenCV, NumPy, SciPy, Matplotlib. На самом деле Matplotlib немножко опциональный, потому что он нужен только для дебажных визуализаций. Но пусть будет. Во-первых, это популярная библиотека, во-вторых, недостаточно тяжелая, чтобы об этом переживать. Так что меня это устраивает. Ну, вот это для кроссплатформенной папки, куда будут скачиваться веса Depth Anything для инференса через ONNX. А дополнительные библиотеки здесь перечисляются, что если у вас есть видеокарта от NVIDIA, то вы можете сделать pip install infocus detect CUDA. И тогда установится ONNX Runtime GPU и ONNX Runtime CUDA. На самом деле для этого еще требуется установить QBLAS и CUDA SDK, насколько я понимаю. Я этого еще не сделал, но пока что пусть будет так. Почти наверняка эта часть сделана корректно. Здесь у нас перечисляются entry-поинты, что если запустить само приложение, как основное, то оно будет работать так же, как работает вот эта CLI скриптовая штука, которая просто обрабатывает данную папку и все картинки оттуда. И дальше здесь перечислена какая лицензия, в общем-то, под какие операционные системы и прочее. Да, здесь тоже все хорошо. На первый взгляд все хорошо. Нам нужно решить, что мы делаем с названием проекта. И нам нужно сделать вот здесь прогресс. Давайте сделаем простую сначала задачу. Вот здесь в CLI. Просто скопирую как есть, швырну в нейросеть, она увидит to-do и сделает как надо. Да, она предлагает использовать TQDM, с которым мы уже знакомы, который занимался скачкой весов и показом прогресс-бара, в том числе показом скорости скачки. И теперь она добавляет сюда TQDM, который оборачивает просто файлы, по которым мы в цикле пробегаемся. Копирую это и сюда вставляю. Но сначала сделаю сравнение этих кодовых баз. Что она мне предлагает? Заменить вот это на вот это, отсортированную файлы на TQDM и убрать print. Убрать print мне нравится. Да. И TQDM нужно было импортировать, она это точно сделала сверху, поэтому я просто здесь скопирую. И она автоматически решает, как это визуализировать. Видимо, там есть какая-то зависимость с тем, как должен работать вот этот прогресс-бар, если мы в терминале или если мы в Jupyter ноутбуке это все используем. Ну, опять же, нейросеть точно лучше меня в этом разбирается, поэтому пусть будет так. Хорошо, с этим простым моментом разобрались. Здесь единственное, я, видимо, из-за того, что опять же вмешался, код перестал компилиться. Output makedir ровно такой же, а вот это перечисление файлов нужно взять. И здесь тоже опять всплывает вот этот depth игнорирования файлов, но это, как я уже говорил, уже не актуальная проблема, поэтому удалим.
Хорошо, на первый взгляд почти все, кроме вот этого философского вопроса, как назвать проект. Насколько я понимаю, в PyPy стандартная практика называть маленькими буквами. Я точно хочу, чтобы оно называлось Полярини Фокусини, потому что это забавно. Поэтому, видимо, это что? Вот так вот. То есть мне нужно все упоминания InFocus Detect под строки. Давайте начнем с этапа. Заменить на Полярини Фокусини. Давайте это сделаем. Раз, два, это GitHub ссылка. Давайте сразу обновим. Дальше здесь нас интересует замена. Проверяем, что название на GitHub такое же. Такое же. И заменяем здесь, здесь, здесь. Что такое InFocus Detect? Это название нашего пакета. Думаю, что его мы тоже хотим заменить на Полярини Фокусини. И здесь, в свою очередь, тоже. Осталось ли где-нибудь здесь вхождение InFocus? Не осталось. Теперь здесь посмотрим. Есть ли где-то здесь InFocus через дефис? Есть. CLI и init. Заменили. И CLI. В нем мы заменяем... С нижним подчеркиванием есть? Нет. А, есть, да? InFocus Mask — это функция, ее менять не надо. А вот это менять надо. Значит, здесь давайте заменим. А, это все-таки файл, да? Да, это InFocus Detection. И вот здесь. Осталось ли где-то еще? Не осталось. Нижним подчеркиванием осталось, но это нам вот еще detect нужно поправить. Вот здесь у нас должно быть Полярини Фокусини. Почему оно не работает? InFocus Detect. Это все-таки папка. Не понимаю, давайте откатим изменения, что, как здесь был оригинальный файл. Оригинальный файл был вот так. И InFocus Detect. Это вот это же название init показывает просто использование. Я думаю, что это ложная ошибка, визуализация ошибки PyCharm. Возможно, все хорошо. Если что, к этому вернемся. И еще вот тут я вижу туду, да, пока о нем не забыл. Попрошу помочь с этим нейросеть. Кроме того, у нас еще технический долг с тестами, чтобы у нас хоть какие-то были тесты, даже самые примитивные, что просто код работает. Да, вот он предлагает мне через регулярку считать, например, через функцию findVersion, которая по факту через регулярку это делает. Паттерн А — сохранять строку в init.py, а в
setup, вытаскивать ее оттуда и использовать. Мне вот нравится, я где-то с этим уже сталкивался. А за счет... Вот здесь еще важный момент, что setup работает раньше, обычно, да, чем любой скрипт из пакета из проекта. И поэтому зависимость становится из setup все корректно. Но если setup при первом же своем запуске хочет узнать, какая в нем версия вызывает эту функцию, то он спровоцирует работу скрипта initPy. Поэтому если в initPy есть хоть какой-то импорт или провоцирующийся транзитивный импорт из других пакетов, то мы продолбались, потому что, например, это провоцирует использование SciPy или NumPy, или OpenCV, или DepthAnything, ONNX, что угодно. И setup же только начал свою работу, он еще не установил зависимости, и мы продолбались. Поэтому важно, что в вот таком скрипте init не должно быть импортов, даже косвенных. И здесь об этом явно сказано. Это здорово. Еще очень хорошо, что это официальная рекомендация запаковки колес питона, поэтому, наверное, так и сделаем. Но давайте взглянем, еще какие-то варианты есть. Хранить метадаты, а initPy вытаскивает это из setup. Минус в том, что вам нужно запомнить, что нужно обновлять версию только в setup. А в чем проблема? Я же и там... А, вот это число не нужно. Типа бампать. Ну да, ладно, неизящно, не хочу так. И вот это из git-тагов достает, тоже не хочу, тоже некрасиво. Паттерн А. Хорошо. Так и сделаем. Значит, я беру, копирую. Ну, там уже так и есть, да? Насколько я помню. Тоже нету импортов. Вот InFocus Detection, Detect InFocus. Почему здесь есть реэкспорт? Давайте просто спросим ее об этом, видимо. Этот реэкспорт, видимо, позволяет сделать просто импорт по Ballerina Focusini и оттуда взять эту функцию. Вместо того, чтобы сделать Ballerina Focusini .InFocus Detection и оттуда уже Detect InFocus Mask. Да. А InFocus Detection, конечно же, делает какие-то импорты. Ну да, тут много импортов. Мы можем их, конечно, запрятать во все эти функции, но это какое-то сумасшествие, я так не хочу. Можем ли мы еще как-то выкрутиться? Как будто бы... Ну вот только через импорты внутри функции, видимо. Ну ладно, я думаю, что я забью на экспорт. Но спрошу у нейросети. Спрашиваю, могу ли я обновить этот паттерн А, когда setup.py вытаскивает версию из init файла с подходом, когда делается реэкспорт, чтобы при импорте можно было импортировать Ballerina Focusini и оттуда вызывать функцию. Да, она мне предлагает положить реэкспорт и хардкодед версию в один тоже файл, работает идеально. Никогда не импортирует. А, ну да, я затупил. Мы же просто через регулярку вытаскиваем, мы этот скрипт и не запускаем. Ну и чудно. Здорово, меня это радует. Значит, нам теперь осталось в setup реализовать функцию findVersion. Копируем ее отсюда. Здесь используются регулярки. Импортируем их. src, Ballerina Focusini, initPy. И тогда, в свою очередь, здесь ниже, где версия должна быть указана в setup.py, мы вызываем эту функцию, которая вызывает регулярку на файле в папке src относительно родителя нашего файла setup.py, в папке Ballerina Focusini внутри src и там внутри initPy. Класс. Что-то еще нам интересно осталось. Нам осталось тесты хоть какие-то добавить, насколько я понимаю.
Давайте заполним еще setup py до конца. Так, что он мне предлагает? Сделать тесты, которые проверяют, что CLI работает, help в нем работает, что PEP 440 выполнен. А что за PEP? Посмотрим. То есть какая-то конвенция питона. Ну, там что-то про версии, ну, пусть будет. Это какие-то совсем базовые. Потом PyProject, Tom и Setup. Пам-пам-пам. Это все вообще чат, это старые какие-то сообщения. И в конце что он мне говорит? Что мне предлагают добавить тесты. Во-первых, тест basic файл создается. Это в папке tests. Прикольно, что есть тест, который создает просто случайную картинку 32 на 32 и запускает функцию детектирования маски и проверяет, что результат в целом отработал, выдал правильный размер и правильный тип, но он не проверяет корректность чисел оттуда. Поэтому это быстрый тест. Но ценность не в том, что он быстрый, а в том, что он, собственно, простой. Вообще говоря, он не такой уж и быстрый, потому что работать алгоритм внутри будет довольно долго, в том числе он скачает веса модели, так что это не отработка за несколько секунд, оно ошибается. Загрузка данных произойдет, веса модели Depth Anything будут подгружены. И здесь же предлагается сразу настройка GitHub Actions. Мне это очень нравится, я хочу это сделать, поэтому сразу делаю. Стандартный способ через точку указать папку, которая технически ее не нужно отображать, она не будет мозолить глаз, если посмотреть ее в каком-то обычном проводнике. И в YAML описании Continuous Integration GitHub Actions, что мы описываем, что берется main branch, ветка основная, trunk, на Ubuntu, последней Ubuntu, тестируется на разных питонах от 3.9 до 3.11. Это странно, потому что в сетапе мы вроде поддерживаем даже 3.8 питон, поэтому я думаю, что хорошая идея здесь дописать 3.8 питон тоже. После этого что мы делаем? Скачиваем исходники, настраиваем питон. С питоном из этого перебора на всех питонах мы хотим протестировать. А какой последний свежий питон? — 3.14 релиз, 3.13 вполне себе полноценный. Значит, 3.12 и 3.13 тоже нужно проверить. Ну, я бы, наверное, тестировал так. 3.8 как самый старый, который мы хотим убедиться, что в принципе проверяется. 3.13 точно, потому что это самый последний актуальный. И 3.12, потому что на нем, наверное, до сих пор много кто сидит. Вот что-нибудь такое, если на 3 штуках. Наверное, еще пожадничаем, все равно Continuous Integration на GitHub бесплатно. Если нам будет хватать времени тестирования на 4 разных версиях Python, то вот пусть это будет так. И для всех этих питонов, соответственно, использую какой-то pip кэш, не знаю, что это, но я доверяю здесь нейросети install package и test dependencies. Python делает через pip install обновление пипа, после этого делается установка с кудой и точка цпу, если как это требуется. Ну, наверное, просто точка. После этого устанавливается PyTest и packaging. А что за packaging?
Здесь есть какой-то packaging. Да, вот здесь packaging есть. Еще здесь почему-то, не знаю, это не работает, но пока забьем. После этого запускаются тесты. Может быть, стоит зависимости для тестов добавить в setup.py. Предлагают в dev requirements или в extra required dev секцию добавить, чтобы все было чистенько. Но это вот как раз то, о чем я сейчас говорю. Кажется, что вот эти зависимости про установку для тестов, вот эти PyTest и packaging, должны быть тоже в setup.py. Ну и вот в setup.py, например, есть extras required для CUDA, значит, тут еще и может быть вполне себе случай для разработчика. Например, в данном случае для continuous integration. И нам туда нужно добавить PyTest и packaging. Добавляем. Я думаю, что я хочу посмотреть, как это предложит сделать нейросеть. Этот скрипт мне уже не нужен, я его просто скопировал как есть. Я попрошу ее рассказать мне, как указать вот эти зависимости в сетапе. Там версия, например, появится, я хочу сделать, как она покажет. И вроде бы все, да? То есть мы сделали setup.py, мы сделали юнит-тесты, нам вот эти штуки заполнить надо. Название. Вот они, это переменные, которые выше объявлены. Полярини фокусини, версия парсится регуляркой, описание detect and focus on region using depth estimation and doc extremums voting per depth bins. Попросим нейросеть вычитать потом этот текст. Here узнает, какая корневая папка, и отсюда достает readme. Из readme считывает все описание, и это пойдет автоматически на PyPy. Это здорово. Да, у нас там Markdown, потому что мы под GitHub это подстраиваем. Python 3.8. Пурум-пум-пум, пурум-пум-пум. Все прекрасно. Пусть нам расскажет, как зависимости для тестов добавить в setup.py файл. Я не знаю, зачем вот это она дальше предлагает. Мы пока этого не использовали, я не буду это добавлять. Соответственно, вот .dev нам нужно в Continuous Integration запуске установки сделать вот так вот. И тогда вот этот pip install нам не нужен. CI workflow. Ну вот он нам это предлагает. Запишем здесь комментарий, что это только на ЦПУ тест. Если будет нужна CUDA, давайте запишем, чтобы потом в будущем. И нам еще нужно вычитать текст из описания, который я только что написал. Пусть она посмотрит на грамматику, например, или, может быть, да, экстрема. Да, экстремумы во множественном числе пишутся не очевидно для русского или английского. Это греческое слово, поэтому оно себя так ведет. In focus, та-та-та-та. Предлагается развернуть doc в Difference of Gaussian. Да, мне нравятся все предложения, очень конструктивные и разумные. Не уверен, что мне нравится вот это форматирование, хотя нормально, почему нет, выглядит симпатично. Если тут текста будет еще больше, то он того точно стоит. Детектирует инфокус региона в изображении, используя оценку глубины и Difference of Gaussian, голосование экстремумов по корзинам глубины. Ну да, очень лаконично описывает алгоритм. Вполне себе. Кстати, еще пока я не забыл, я хочу записать в будущие планы
что нужно тоже в низкий приоритет, это про качество алгоритма, добавить морфологическое расширение, сужение, чтобы улучшить результат, в скобочках убрать тонкие полоски в результатирующей маске. Просто когда мы строим глубину, там, например, очень часто можно заметить какие-нибудь вот такие странности, вот такую каемку или, например, вот такое. И мы это можем очень просто исправить, потому что когда у нас есть вот эта маска, мы можем на ней просто сделать расширение сужения и удалить эти выбросы. Интересно, почему здесь... ну окей. Здесь, в принципе, проблема на этих местах не случилась, поэтому тут нет такой необходимости. Но это, может быть, потом будет полезно. Я запишу это как план и вспомню об этом, если у меня будет пример, когда это не работает. Пока что примера нет, это супер низкий приоритет, забиваем на это. Еще, наверное, хочу картинку добавить как PNG-шку, пусть тоже будет тест, на котором проверят работу алгоритм. Правда, не в Continuous Integration, но просто сделаем его частью проекта, потому что в какой-то момент на нем тестировались, и это было интересно. Хорошо, как будто бы на первый взгляд все. Давайте. Интересно, почему он не работает вот так. Давайте спросим у нейросети об этом. Скорее всего, нужно сделать какую-нибудь установку этого пакета локально, как у разработчика, потому что пока что сетапа я просто написал, но никак не подсказал PyCharm, что его нужно учитывать. Но пусть мне расскажет об этом нейросеть, потому что я с питоном сам не сильно разбираюсь, а гуглить это долго. И еще давайте не забудем установить зависимости для нашего юнит-теста, то есть вот эти PyTest и Packaging. Это сделать довольно просто. Я так понимаю, это pip install.dev. Ну и он действительно устанавливает зависимости. И он устанавливает... Он сделал колесо, это здорово. И он установил PyTest. И сам Полерини Фокусини он тоже установил. Ну, то есть я установил текущий пакет. И теперь в тесте интересно все работает? Работает. Могу ли я его запустить? Могу, но он упал. Почему он упал? Python Py, make sure your test models have valid Python names. Может быть, я где-то намудрил с дефисом. No model named debug visualization. А как так? Local import делать нельзя, что ли? По какой-то причине. Ну ладно, сейчас спросим нейросеть опять же. Ну давайте разберемся с той ошибкой, которую она показывала. Что он нам предлагает? pip install -e точка. Я это почти сделал, но я сделал это без вот этого флажка -e, то есть не в editable моде. Поэтому изменения в проекте, которые я буду делать в скриптах, не будут автоматически подхватываться. А я хочу, чтобы это было так, поэтому давайте сделаем как надо. И теперь сообщим о проблемах, которые у нас есть с запуском юнит-теста. Что в момент, когда я запускаю я вижу такую-то ошибку. И предоставим ошибку целиком. Он думает, что проблема связана с тем, как делается импорт в скрипте,
импорт дебаг визуализации, что эта строка упала. Да, это я уже успел увидеть. Она не находится в корне Python Path, она находится в моей Ballerina Focusini папке. Ну да, это так. Так как импорт абсолютный, Python ищет отдельный модуль в корне, то есть не в Ballerina Focusini, а в папке src. Не может найти. Значит, мне нужно импортировать относительно. Вот так вот. Хорошо, давайте найдем все вот такие импорты и заменим их массово. Ну, это один раз, конечно, поэтому не так уж и много сэкономим, но могло быть и не так. И то же самое с Depth Estimation. Нигде нету, да? Давайте посмотрим, какие вообще у нас есть импорты наших пакетов. Focus Detection. Run Detection скрипт нам вообще теперь не нужен, мы можем его удалить. Он теперь является частью вот этого CLI скрипта, где еще есть импорты наших библиотек. Через точку. А чем отличается, интересно, точка? Почему мы там через точку не могли? Наверное, могли. Я хочу попробовать через точку. И здесь, соответственно, через точку. Видимо, так нельзя все-таки. Ну ладно, тогда сделаем вот так. И запустим опять наши юнит-тесты. Тест прошел, второй тест. Тин-тин-тин, что-то там упало. 0 и 1. У одного результат ожидался 0, а там оказался 1 и так далее. Какое-то исполнение теста кинуло ошибку. Как-то не очень много полезной информации. Я вообще не понял, что и кто кинул. Где у него вывод полный, например. std error while model specification for InFocus detect, model not found, no model InFocus detect. Хорошо, а где InFocus detect CLI используется? Вот здесь, да, вот он. Хорошо, нужно здесь использовать Ballerina Focusini. Поправили это. Есть ли здесь еще где-то InFocus Detect? Раз мы в одном месте забыли что-то исправить, может быть, забыли где-то еще. Это скрипт. Все, супер, запускаем опять. И все 3 теста прошли. Здорово. Что еще я хочу? Как будто бы это все. Да. Теперь давайте закоммитимся, чтобы посмотреть, как это будет компилироваться на Continuous Integration в GitHub. Ну и в целом, собственно, запишем, сколько это заняло времени. Что 1 час мы создавали setup.py, GitHub Continuous Integration, простые smoke-тесты, и CLI Application. Для обработки папки, то есть всех картинок, которые сохранены в файле. 16.52 мы начали, мы сейчас просто все равно это будем продолжать, поэтому я запоминаю, что это было 16.52. А в коммит не хочется это кидать. Как будто бы все. Вот еще CI. YAML описание того, что GitHub Actions должны делать при каждом запуске и при каждой сборке.
Машинку мы еще добавили. Давайте по чуть-чуть это все коммитить. PNG картинки закоммитили. Это все нам не нужно. Таймлайн, планы. Вообще коммитить пока не планируем. Все удаленные файлы, избыточные, лишние, тест, сетап. И скопировать мы это все, в принципе, можем из таймлайна. Очевидно, оно довольно сильно дублирует то, как мы, в принципе, это коммитим. Но может быть так, что коммитов много маленьких, особенно когда проект оказывается в стадии какого-то такого legacy саппорта, то есть он планомерно развивается, но маленькими шажками. Алгоритм чуть-чуть улучшается, и куча маленьких гранулярных коммитов. А в таймлайне здесь может быть написано что-то типа отладились и протестировались на таких-то случаях. Или, например, коммит большой, а наоборот изменили мы много, и здесь будет много этапов. То есть это немножко другая вещь, в отличие от коммит-месседжей. И кроме того, в коммит-месседжах нету, я не умел и не придумал пока удобной конвенции, как записывать время. Поэтому мне нравится такой вариант. Итак, мы создали setup.py, GitHub Continuous Integration, Simple Smoke Test и CLI Application. И ничего лишнего мы здесь не закоммитили. Коммитим. Воскрешаем в таймлайне запись про начало и конец. Что сейчас мы с 17:40, просто наверняка там что-то сейчас не сработает, GitHub Continuous Integration, ну и, соответственно, это время тоже важно и нужно аккуратно учитывать. Давайте посмотрим, как выглядит сейчас наш репозиторий. И запустился ли у него какой-нибудь Continuous Integration. Как будто бы я не запушил. То есть я сделал локальный коммит гита, но не запушил его в удаленный репозиторий. А вот теперь запушил, и оно должно попасть сюда. И действительно я вижу, что коммит прошел. Нужно выяснить, как добавить Continuous Integration сюда. Давайте посмотрим. Может быть, где-то здесь. Allow, disable actions, allow actions and reusable. Парам-пам-пам. Что-то он их не подхватил. А я вообще их закоммитил? Должен был. А здесь не вижу. Вот, я забыл, я не закоммитил файл ci-yaml. Давайте закоммитим его. А в старом коде в таком случае поправим commit message. Ну ладно, может быть сложновато, поэтому не важно. Да, всего хорошего дня. Посмотрим, как выглядит наш GitHub репозиторий. У нас появился CI-файл, вот он. И интересно, будет ли подхвачено и запущено автоматически Continuous Integration. Я все еще не вижу. Ну, давайте спросим, собственно, совета у нейросети. I uploaded CI-YAML. То есть, возможно, нужно здесь нажать какую-то галочку, чтобы она в целом не игнорировала этот YAML-файл и действительно автоматически провоцировала сборку, автоматически запускала наши простые smoke-тесты и прочее. Но вот как это сделать, я просто не знаю. Нам предлагает закоммитить CI YAML-файл. То есть, казалось бы, как только файл есть, должно работать, да? То есть нету кнопки в интерфейсе для того, чтобы включать, кроме случая, когда она явно вырублена. Но она точно явно не должна была вырубить. В течение минуты должна появиться желтая точка. Да, я знаю, как она выглядит, но я ее здесь не вижу. Вот здесь вот то ли здесь где-то должна появиться. И CI Job должна появиться в вкладке Actions. Вот она, вкладка Actions. Он их почему-то пока не видит. Может быть, я файл неправильно назвал? Если я еще раз сравнюсь, что GitHub,
Workflows. Workflows. CI. CI. Странно. Пока не понимаю. Ну, может быть, просто действительно там, не знаю, не сервера перегружены или еще что-то, и оно не быстро среагирует на это. Вот еще тут есть CI. То есть он видит CI YAML. Но почему-то не реагирует. Прошло уже 2 минуты, но он все равно не реагирует. Добавить больше версий. Cache wheels to speed up installs. Run linton формата. Upload coverage. Publish. Ну, вот это нас, кстати, интересует. Не понимаю. Ну, давайте попросим ее еще раз взглянуть на наш CI, на этот YAML файл и спросить, что она о нем думает. Видит ли она какие-то ошибки. Ну и надо будет не забыть действительно выяснить, как на PyPy прогружать. Но мы спросим об этом ее в следующий раз, а пока что с этим разберемся. Она говорит, что да, все хорошо, есть некоторые улучшения. Например, Python 3.13 нету на Ubuntu. Но это ладно, я уберу. Тогда бы у нас была ошибка, видимо, вон в setup Python. Couldn't find a version that satisfies Python 3.13. Ну и предлагается сделать dev или отправиться без 3.13. До меня что угодно устроит, но до этой проблемы дело не дошло. OpenCV Handless, пам-пам, нас тоже не интересует. Сделать editable install. Fail fast false, та-та-та-там, минимальный патч. А так нет, должно быть все хорошо. И здесь тоже 4 минуты прошло, ничего не случилось. Непонятно. Может быть, у меня где-то бесплатные токены уже сожжены все. По какой-то причине я этого не заметил. Но этого я не знаю. Давайте попробуем в новом чате просто с чистого листа сказать, что вот у меня есть такой-то YAML файл Continuous Integration. Прям drag-and-дропну его отсюда. И путь явно скопирую. I have... И укажем файл в этой папке. Просто вот, чтобы я как человек, вдруг я опечатался все-таки, да, хотя мы знаем, что GitHub увидел этот файл Continuous Integration YAML, поэтому навряд ли дело в этом, но вот просто на всякий случай. Расскажем о том, что на GitHub я вижу
Ну и, как вы видите, я надеюсь, что здесь оно все равно появится, эта точка появится. Так, она триггерится только на мейне, а на мастере и деве нету. А почему на мастере нет? У нас какой у нас мастер? У нас мейн, какая у нас ветка, как она называется? Мастер. А почему? Вот разгадка, смотрите, здесь нам нужно слово мастер. Супер. Причем интересно, да, что нейросеть именно на чистом листе с этим разобралась, а в тот раз не заметила, во всяком случае. Rename Branch или CI. Ну, в CI вот я и поправил это, да, сделал мастер. Остальные ветки мне пока не нужны. Тыринь-тынь-тынь. Все остальное, мне кажется, уже не важно. Ну и давайте посмотрим, может быть, теперь сработает. Единственный файл, который мы сейчас закоммитим, это вот этот измененный YAML, описывающий наш Continuous Integration. И посмотрим, как GitHub, радостно увидев этот коммит, запускает Continuous Integration. Причем он запускает ее вот как раз на всех питонах. На 3.8, 3.11, 3.12. Видимо, на 3.13 мы видим, что оно не отработало. Ну, тогда я думаю, что мы его просто вырубим и будем тестировать только на питоне 3.8 и, наверное, на питоне 3.12. Честно говоря, я не уверен, что на 3.11 имеет смысл тестировать. Ну, вот сейчас я хотел бы разве что проверить, а в будущем давайте все-таки не приближать тепловую смерть Вселенной и будем тестировать только на самом старом, что мы поддерживаем, и на чем-то, что мы считаем там самым популярным, самым свежим. И, в общем-то, у нас там все, видимо, посыпалось, да, все 4 упали. Хорошо, давайте посмотрим. Версии 3.8 не было найдено в local кэше. Нету, соответственно, requirements или toml. Нету requirements, нету. Версии 3.8 нету на Ubuntu. По-видимому, давайте сразу бампнем его до 3.9. И, видимо, поэтому 3.8 не было изначально в этом файле. И все такое. Давайте здесь тоже 3.9, потому что если мы не можем это Continuous Integration проверить, то странно было бы предлагать пользователям ставить на Python 3.8. Кто-то явно огребет, давайте не будем рисковать. Так, все остальные вроде бы работают. Ну, давайте 3.12 уберем, я проверил на как бы какой-то популярный, самый свежий, что-нибудь такое. Хотя давайте пока мы еще не запускали ни разу, давайте на всем запустим, а потом уже уберем лишнее. И у нас есть какие-то ошибки, да, если с 3.8 проблема, скорее всего, с тем, что просто питона такого нету, то вот эти 3 ошибки выглядят одинаково. Давайте, в общем-то, скажем ей нейросети об этом. Скажем ей, какой у меня есть сетап файл прекрасный. И что за ошибка случилась. Интересно, что действительно провоцирует GitHub Actions ожидать здесь toml конфигурацию. Видимо, это дефолтное поведение. А если у меня setup py, неужели нужно что-то изменить? Может быть, вот это должно быть изменено. Хотя, казалось бы, кэш, pip, вот это непонятно вообще, что такое. То есть я бы ждал, что вот мы явно говорим, как делать pip install, пусть он так сделает, и у него не должно быть проблем. Но вот в какой-то момент он, видимо, пытается разобраться, что у меня за система поставки проекта. Action setup py. Что-то с кэшом связанное, кэш pip. Вот это вот мешает, видимо. И оно, в свою очередь, видимо, не работает с сетапаем, оно требует другие варианты. Можно указать на кэш setup py.
Там, где указывается кэш, вот здесь указать вот такую красоту. Да, жалко, конечно, что у нейросети посыпался маркдаун. Можно грохнуть кэширование. Давайте не будем грохать, попробуем разобраться. И добавить requirements файл. Но тогда у нас будут дублироваться зависимости в setup и в requirements. Я этого не хочу, это не изящно, я запутаюсь. Где-нибудь это рассинхронизируется рано или поздно. Если я просто хочу запустить прям как есть, проще всего грохнуть кэш. Ну вот я вот так сделаю и пофигу. Будет setup, используется как источник requirements, это хорошая идея. Все, давайте попробуем. Ну и записываем достаточно подробно, что за ошибка была. Нам нужно сам YAML, описывающий actions, отправить, то есть вот это указание на зависимость на сетапа и версии поднять 3.8 нам не нужна. И в сетапе мы тоже обновляем заодно Python до 3.9. Значит, нужно в коммите тоже явно это указать. Хотя, честно говоря, Python 3.8, наверное, я хочу поддерживать, потому что в Metashape Python 3.8, а я потом хочу это в Metashape использовать в том числе. Так что неважно. Все, коммитим, смотрим. Может быть, теперь Continuous Integration сработает. Он запускается. Закрываем лишние запуски. Открываем, смотрим. Итак, сработал. Pip-кэш, правда, был не найден. Видимо, не найден, потому что это первый запуск. Соответственно, в этот момент все с чистого листа будет устанавливаться. После этого устанавливаются всякие разные зависимости. Достаточно быстро, конечно, потому что, скорее всего, там какой-нибудь промежуточный кэш, ну вот это бешеная скорость. И после этого будут запускать тесты. Все остальные тоже пока работают. Тесты запускаются. Тест должен был привести к тому, что будут скачиваться веса нейросети. Я надеюсь, что мы сможем посмотреть. Возможно, прогресс-бар вот в эту модель... Вот, видите, да-да-да. То есть 14 секунд, собственно, грузил, видимо, веса. Ну и все отработало. 3 теста прошли, они там дубовенькие, простенькие, но прошли. И все хорошо. И здесь все тоже прошло. Прекрасно. Теперь нам нужно, видимо, выяснить, собственно, как публиковать пакеты на PyPy. Давайте дозапишем время, которое мы потратили на fix Continuous Integration. То есть мы потратили где-то 48 минут. Ну, давайте здесь поправим. 0,75. 6,75. И с 17:40 до 6, то есть 20 минут. Давайте пусть полчаса. Мы исправляли работу Continuous Integration на GitHub. В принципе, за полчаса разобраться с этим меня радует, потому что нюансов могло быть гораздо больше. В целом, всегда мне очень нравилось, как у GitHub Continuous Integration сделано. Эти GitHub Actions — это очень удобно. Ну, во-первых, бесплатно для open source проектов, и это уже много уважения с моей стороны вызывает. Во-вторых, ну, типа, реально удобно. И все в коде, даже на GitHub ни одной кнопки нажимать не пришлось. Еще давайте не забудем добавить в планы. Я думаю, что это даже не супер низкий приоритет, а просто низкий приоритет. Что мы хотим добавить Continuous Integration тест, который вообще сравнивает результаты с какой-то референсной маской. То есть такой в некотором смысле пинап-тест, который просто смотрит, что вот на этой картинке результат вот такой. Может быть, с какими-то погрешностями. Давайте добавим, что может быть с учетом
того, что результат не обязан быть совсем уж эквивалентен. Итого, мы в целом почти все сделали. Есть наш проект, он работает, все с ним хорошо. Теперь его, видимо, нужно опубликовать на PyPy, и можно будет его использовать в разных интересных местах. Давайте узнаем. Во-первых, запишем время, что мы дальше приступаем к следующей задаче. Следующая задача это 18:02. Это опубликовать наш проект на PyPy. Причем мне уже ChatGPT обмолвился, что можно это как-то делать с помощью GitHub Continuous Integration, поэтому я тоже намекну ей, что это меня интересует, что это хорошая идея, пусть расскажет как. Вот здесь вот я думаю еще уменьшить количество версий Python, с которыми тестируется, потому что, не будем злоупотреблять щедростью GitHub. Как минимум давайте Python 3.11 уберем. Пусть будет 3 версии Python тестироваться. Старенькая 3.9, свеженькая 3.13 и 3.12, на которой, наверное, до сих пор много кто сидит. Да. Ладно, это уже требует какого-то серьезного усилия, поэтому я это сделаю вне стрима, и там много чего можно засветить, я могу где-то ошибиться. Поэтому на PyPy как минимум большую часть работы я, скорее всего, сделаю вне стрима, и увидимся в будущем. Тогда всем пока, до новых встреч.